Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Элементалика. Меня зовут Таня Азарова. Я автор и ведущая проекта. Сегодня запускаю новую рубрику «Элементальный лектор». Это видео в формате лекций, которые будут читать первоклассные эксперты. И стартуем вместе с ученым, доктором физико-математических наук, астрофизиком, участником Международного комитета SETI Александром Дмитриевичем Пановым. А также хочу сообщить, что у подписчиков канала Элементалика будет возможность стать офлайн гостями последующих лекций, приняв участие в съемке в творческом пространстве проекта и задать свои вопросы спикерам лично. Все анонсы и условия вы сможете найти на площадках и в соцсетях проекта. Следите за новостями. Спонсор сегодняшней лекции – пространство мысли слова, место, где рождаются важные мысли и вдохновляющие слова. Ребята помогают мне со съемкой и монтажом проекта и дают дельные советы по продвижению. Передаю слово нашему сегодняшнему первому элементальному лектору, и мы вместе с вами сейчас погрузимся в эксклюзивное и познавательное выступление. Всем спасибо за интерес и поддержку проекта своим вниманием, подписками и откликами. Это невероятно ценно и вдохновляет развиваться и делать для вас качественный и полезный медиапродукт. Добрый день. Я Александр Дмитриевич Панов, доктор физико-математических наук. Я в России сейчас являюсь единственным таким лицом, которое официально представляет проблему поиска внеземного разума перед Российской академией наук. Вот. В этом качестве я являюсь, это называется председатель секции «Жизнь и разум во Вселенной. Научный совет по астрономии РАН». Еще я являюсь руководителем, это называется должность, научно-культурного центра SETI. Вот у нас там семинары проводятся. Ну и я стараюсь так координировать практические усилия, которые действительно есть в России по поиску внеземного разума, но у нас нет такой должности, типа какого-то руководителя всех этих проектов. Но я вот тот, кто все шишки получает, потому что я эту тематику представляю перед Российской академией наук пару раз в год. Вот, сегодняшняя наша лекция называется «Поиск внеземного разума. Введение в проблему SETI 2026». Вот здесь вот каждое слово имеет свою нагрузку, но проблема – это поиск внеземного разума, понятно, да? И это именно введение, потому что вообще проблематика SETI, она страшно широкая. На эту тему можно прочитать даже курс лекций. И вот более того, та лекция, которую я сегодня прочитаю, будет иметь некоторое продолжение. Но это не будет просто курсом лекций, это будет некоторое количество лекций, которые лежат в одной и той же канве. И я их буду сегодня упоминать время от времени, я буду на них просто ссылаться. Вот 2026, потому что важно, когда такая лекция читается. Дело в том, что там все время что-то меняется. Я вот лекции этого типа читаю регулярно. Вот эту лекцию я читаю по несколько раз в год. Последний раз я 12 апреля ее читал. С тех пор тут очень много пришлось переписать. То есть каждый раз вот лекции с таким или похожим названием, это на самом деле будет разная лекция. Тут используется аббревиатура SETI. SETI – это Search for Extraterrestrial Intelligence, вот SETI. Я дальше буду упоминать всегда эту проблематику просто вот этим краткой аббревиатурой SETI. Вот эта вот проблема SETI, она свое начало берет в 1959 году, я об этом еще точно скажу, хотя я подробно про историю рассказывать здесь не буду, просто невозможно, потому что это не влезет. Вот, но проблема SETI, так скажем, в прошлом веке выглядела совершенно не так, как сейчас. Вот Иосиф Самуилович Шкловский, наш знаменитый астроном, астрофизик, он был первым, кто занялся проблемой SETI серьезно в России. К году 80-му он, по ряду причин в ней разочаровался, и в том числе он писал, что просто непонятно, а есть ли планеты, на которых может существовать разум, и непонятно, есть ли что искать. Так вот сейчас ситуация совершенно принципиально иная. Сначала
этого столетия начали интенсивно открываться экзопланеты, значит, планеты около других звезд, начиная с миссии Кеплер, это такой космический телескоп, вот, который работал с 2009 по 2013 год. Значит, здесь просто как уже из рога изобилия посыпались экзопланеты. Потом была специальная миссия ТЭСС. Вот, и сейчас экзопланета открывается, ну, со средней скоростью 1-2 штуки в день. Вот так вот примерно. Основной метод – это так называемый метод транзитов. Вот когда планета пролетает по диску звезды, звезда немножко притухает. Вот здесь вот типичный транзит такой нарисован, поэтому, значит, можно определить, что там есть планета или несколько планет, там сложная система транзитов может быть. Плюс метод лучевых скоростей – это вот что такое: планета вращается вокруг звезды, звезда из-за этого немножечко раскачивается, и из-за эффекта Доплера туда-сюда спектральные линии ездят, поэтому можно определить массу планеты. Но есть еще другие методы, там микролинзирование, это отклонение пролетающей гравитационным полем пролетающей планеты, значит, каких-то далеких звезд. Вот видно, как она там вспыхнула и потом пригасла, значит, там что-то пролетело на ее фоне. Можно так экзопланеты открывать. Вот на 21 июня 2026 года, собственно, когда я эту презентацию готовил, было известно 6429 экзопланет. Ну вот 1-2 планеты в день постоянно открывается, но это, конечно, скорость, она сильно прыгает, потому что иногда видно, что какой-то там проект закончился, сразу целая пачка экзопланет появляется, потом их некоторое время может не быть, но вот средняя скорость такая. Вот они в 4821 планетной системе открыты, 1066 планетных систем, где планет несколько. Вот. Причем начали эти экзопланеты открывать с так называемых горячих Юпитеров. Это большие планеты, которые летают очень близко к звездам. Потом техника совершенствовалась. И сейчас уже больше 50% планет это меньше 2 размеров Земли. Это что такое? Это каменные планеты, значит, на которых может быть там океаны, атмосфера приличная, жизнь, гравитация там будет примерно такая же, как на Земле. Вот, в том числе в зоне обитания. В общем, сейчас получается, что каждая 10-я звезда примерно имеет планету земного типа в зоне обитания, то есть планет полным-полно, на которых могла бы быть жизнь и разум в галактике. Вот есть такой специальный сайт, где публикуются планеты именно земного типа в зоне обитания. Но вот в настоящее время там есть упоминание 70 планет. Почему-то последнее обновление этого сайта 21 марта 2024 года, я не очень понимаю, в чем дело, я вот искал как бы более регулярно обновляемые ресурсы этого типа, к сожалению, так и не нашел. Ну вот, тем не менее, таких планет известно довольно много, хотя вообще-то их гораздо как бы меньше, чем экзопланет вообще. А я сказал, что каждая 10-я звезда имеет планету земного типа в зоне обитания. Почему так получается? Потому что их трудно открывать. Планеты земного типа в зоне обитания должны достаточно легко летать около своей звезды. Получается большой период обращения. Планеты эти легкие, маленькие, транзиты слабые. По методу лучевых скоростей их тоже тяжело определять. Вот, поэтому просто вот именно такие планеты тяжелее открывать, но известно, насколько тяжело их открывать, можно сделать всякие экстраполяции. Ну вот и становится понятно, что примерно каждая 10-я звезда в нашей галактике имеет планету земного типа в зоне обитания. Огромное количество. Вот самое как бы смешное оказалось, что ближайшая к нам звезда, Проксима Центавра, имеет планет земного типа в зоне обитания, но вот все не так там устроено, как в Солнечной системе. Вот слева нарисована Солнечная система, орбита Меркурия, а справа нарисована система Проксима Центавра, зелененькая – это зона обитания. Проксима Центавра – это красный карлик класса М5. И вот нарисована эта самая орбита этой Проксимы Б, то есть она очень-очень маленькая, но и звездочка очень-очень тусклая. Вот период обращения у нее там 11,1 дня. Ну, там всякие проблемы есть, скорее всего, в этой системе, потому что, наверное, эта планета повернута все время одной стороной к своему Солнцу. Многие как бы думают, что на таких планетах жизнь вообще невозможна, а я на самом деле не знаю почему. Там просто спереди будет очень горячо, сзади будет очень холодно, и тем самым есть просто очень много климатических зон,
на такой планете, но и где-то там будет умеренная зона. Почему там не существует жизни, непонятно. Вот, там еще бывают вспышки, а бывают красные карлики и без вспышек, ну или, по крайней мере, какие-то слабые там вспышки и редко. Так что у красных карликов полно таких планет. Вот трудно их открывать у планет солнечного типа. Почему? Потому что это период обращения 1 год. Вот это нужно несколько лет ждать, чтобы увидеть несколько транзитов и чтобы убедиться, что точно там что-то такое есть. Вот потрясающе совершенно была открыта система, где 7 планет земного типа в одной системе, и причем 3 из них в зоне обитания. Это Трапест-1, так называемая система, причем она недалеко сравнительно от нас находится, вот всего около 40 световых лет. Тоже красный карлик, вот М8, вот Ж это Солнце, К это холоднее, чем Солнце, М это еще холоднее. Вот это, в общем, такой из горячих красных карликов класса М. М8 это значит, он как бы довольно горячий. Вот. Ну вот, кстати, вот этот карлик даже не очень вспыхивающий, не такой, как Проксима. Вот, значит, что же получается? Как выглядит SETI сейчас как научная проблема? Значит, получается, что в галактике, ну, по крайней мере, не меньше 10 миллиардов планет земного типа в зоне обитания, а может быть и вообще-то много больше. Ну, там 220 миллиардов может быть, потому что даже точно неизвестно, на самом деле, сколько вообще звезд в галактике, ну, типа 200 миллиардов, ну, так получается, что может быть и 20. Вот. Поэтому место, где может укорениться жизнь, сколько угодно. Значит, жизнь должна быть очень распространенным ее явлением. Отсюда следует что? Что экзобиология – это нормальная наука, и внеземную жизнь нужно искать. Вот. А на нашем собственном примере мы знаем, что жизнь может достигать фазы разума. Вот, и поэтому проблема поиска разума, она как бы ничуть не менее обоснована, потому что мы точно знаем, что такое бывает. Это принципиально возможно. Вот, более того, значит, решение проблемы SETI – это и есть один из наиболее эффективных способов решения проблемы вообще экзобиологии. Но почему? Потому что если мы решаем проблему SETI, тогда, значит, мы, может быть, связываемся с неземной цивилизацией, скажем, если мы их сигналы обнаружили, и они нам просто могут рассказать, какая у них жизнь. Какая жизнь там на каких-то ближайших звездах, может быть, и планетах. И вот мы просто узнаем тогда, как именно проблема экзобиологии решается в нашей галактике. Вот, теперь тут есть некоторые интересные особенности. SETI это научная проблема, но она необычная научная проблема. Есть, значит, у нее тут некоторые такие странные вещи. Значит, если мы что-то ищем, мы должны понимать, что ищем, потому что методы поиска будут зависеть от того, что мы ищем. Скажем, если мы потеряли где-то часы, неизвестно где, то бесполезно искать под первым попавшимся фонарем, потому что удобно. Это будет неправильный метод поиска. Вот. Нужно искать там, где мы потеряли, например, да? Ну и здесь тоже есть такая проблема. Значит, нужно понимать, что мы ищем. А что же мы ищем? Значит, вот статистические оценки показывают, что мы не ищем такой разум, каким являемся мы сами. Я об этом буду говорить еще подробнее, но сейчас вот уже скажу как бы заранее. Это будет какая-то цивилизация, которая по необходимости должна быть на гораздо далекой фазе технологического прогресса, значит, по сравнению с нами. Вот по сравнению с нашим технологическим взрывом, она должна будет развиваться еще какие-то многие тысячи лет. Ну, по статистике так получается, что сотни тысяч лет, иначе трудно будет кого-то найти. Мы должны представлять себе, на что похожи будут такие цивилизации, откуда можно это знать. Ну, ниоткуда вообще-то. Значит, вот специальная такая есть дисциплина, которая занимается этими проблемами. Наука ее не назовешь. Это футурология. Вот, и получается, что нам, кроме как на футурологию, опереться не на что больше. Вот, и нам приходится привлекать футурологию, которая не является вполне наукой, значит, внутрь научного метода, потому что задача SETI – это научная проблема. Вот, и это как бы ставит проблему SETI в некоторое особенное положение по сравнению со всякими другими обычными естественными науками. Ну и как бы с этим связан некоторый нездоровый ажиотаж вокруг этой проблематики, ну и всякие другие здесь, так скажем, культурные особенности, которые иногда возникают. Вот, теперь прямо в сердце науки SETI находится то, что называется парадокс Ферми. По-другому он называется астросоциологический парадокс. Он раньше так назывался вот в Советском Союзе.
Парадокс Ферми — это пришло название с Запада, сейчас это название стало более популярным. Значит, в чем тут дело? Вот мы живем в стадии технологического взрыва. Значит, если попытаться просто наивно проэкстраполировать вот те темпы технологического развития, которые мы сейчас наблюдаем в будущее, то можно предположить, что через некоторое время человечество выходит, ну, так сказать, сначала в околоземное пространство, что уже практически произошло, потом в околосолнечное пространство, начинает распространяться там к звездам, около звезд возникает огромные астроинженерные конструкции. Вот, возникает то, что называется взрывная волна разума, и мы должны видеть внеземные цивилизации в Солнечной системе. Вопрос, где же они? Вот, это вопрос, который, как бы по легенде, Энрик Ферми задал в 1950 году. Вот отсюда происходит название парадокс Ферми. Почему их здесь нет? Значит, вот эта вот постановка вопроса, она как бы инициирует решение этой проблемы. В какой форме? Ну, в виде поиска артефактов. Значит, вопрос такой, а нет ли в нашей системе, в нашей Солнечной системе, или может прямо на Земле, каких-нибудь артефактов, значит, остатков от посещения внеземными цивилизациями, или может они прямо сейчас вокруг нас летают, нужно только увидеть. Вот, это называется сильной формой парадокс Ферми, почему их здесь нет. Значит, вот Иосиф Самуилович Соколовский, ну, вот к 1978 году, когда он, значит, испытал некоторое разочарование в проблематике SETI, сформулировал слабую форму парадокса Ферми, которая звучит так. Не почему их здесь нет, а почему их не видно и не слышно. Вот если проэкстраполировать как бы технологическое развитие, которое сейчас мы имеем линейным образом дальше, ну, должна быть астроинженерия, должны быть межзвездные коммуникации. Почему мы этого ничего не видим? Вот, это как бы наблюдательная сторона парадокса Ферми, называется слабая форма парадокса Ферми. Значит, на самом деле это вообще ни разу никакой не парадокс. Почему? Потому что известно множество разных способов решения этого парадокса, и просто неизвестно, который из них работает. И неизвестно, есть ли среди этих способов вот, уже перечислен ли тот способ, который работает на самом деле. Ну вот, например, Лев Миронович Гинделес написал такую статью, которая называется «Астросоциологический парадокс в проблеме SETI». Это 1996 год. Вот, там классифицировано 15 возможных объяснений парадокса Ферми. Есть такая книжка, вот, в названии которой присутствует 75 решений парадокса Ферми. Вот, она как бы зарубежная и более недавно опубликована в 2015 году. Вот, то есть огромное количество есть способов решения этого парадокса Ферми, и довольно смешно смотреть на время от времени появляющиеся статьи, особенно всякие такие, знаете, хайповые анонсы в каких-нибудь новостях. Ученые там разрешили проблему парадокса Ферми. После чего, значит, честно публикуется один из либо вот этих 15 вариантов, либо один из 75 вариантов, ну, с какими-то, может быть, минимальными там нюансами, даже не очень интересными. Ну, на самом деле, вот эти вот 75 объяснений парадокса Ферми, и это вообще те же самые, что вот эти 15, просто там более тонкая немножко классификация проведена. В общем, практически все это уже давным-давно известно. Вот. Тем не менее, вокруг вот этой проблематики действительно крутится вся проблема SETI, и вот прямо следуя как бы возможными разными направлениями, которые диктуются парадоксом Ферми, это значит поиск артефактов, поиск сигналов, астроинженерия, вот посмотреть, что в проблеме SETI происходит. Мы начинаем с поиска сигналов, это слабая форма парадокса Ферми, значит вопрос, почему их не видно и не слышно. И вот здесь возникает несколько подвопросов. Ну, во-первых, мы уже возвращаемся к тому, что мы упоминали, что именно мы ищем. Второй вопрос в этом контексте возникает, как далеко они могут быть. Третий вопрос, как от этого зависят методы поиска. Ну и четвертый, наконец, что найдено. Вот на втором вопросе я хочу как бы обратить его внимание специально. Иногда спрашивают, верите ли вы, что есть внеземные цивилизации? В это не надо верить. Они точно есть. Потому что наша Вселенная настолько огромна,
что там есть не просто внеземные цивилизации, не просто внеземной разум есть, там есть внеземной разум, например, который мало отличается от земной цивилизации. Это просто по теории вероятности так получается. Потому что Вселенная, она, как это говорят, инфляционно огромна. Это абсолютно невозможно себе представить, какого она размера. Это на на десятки, нет, это многие сотни порядков больше, чем видимая часть Вселенной. Вот, и там все что угодно есть, поэтому вопрос на самом деле ставится не так. Не есть ли внеземной разум, а где он? Именно это мы на самом деле пытаемся понять. Вот начинаем с того, что же мы ищем, и, как я сказал, значит, единственный метод, на что мы здесь можем опереться для того, чтобы понять, что мы ищем, это футурология. Футурология бывает тут разная. Об одном специальном типе футурологии я собираюсь там рассказать в одной из своих будущих лекций. Но значит, очень полезной оказалась такая футурология, которая основана на так называемой шкале Кардашова, которая вещь крайне простая, но оказалась чрезвычайно полезной. Почему? Потому что методика будет зависеть от той классификации цивилизации, которая возникает в рамках вот этой самой шкалы Кардашова. Значит, Николай Семенович Кардашов придумал это в 1964 году. Это было опубликовано в астрономическом журнале. И он разделил цивилизации на цивилизации типа 1, 2, 3. Он разделил их по величине потребляемых или производимых энергетических ресурсов. Цивилизации первого типа – это энергетические ресурсы на планетарном уровне. Цивилизации второго типа – это энергетические ресурсы существенно выше, в общем, на уровне энергии родительской звезды. Я предпочитаю немножко модифицировать эту классификацию и идти не совсем от энергетических ресурсов, а от места обитания цивилизации, которое на самом деле связано, оно согласовано с величиной энергопотребления. И я склонен к цивилизациям первого типа относить такие цивилизации, которые живут в основном на планете. Это наша цивилизация, хотя мы уже тоже не только на планете живем. Там у нас есть в космосе что-то летает, там постоянно обитаемые есть космические станции и так далее, но живем в основном на планете. И это автоматически ограничивает ту энергию, которую мы можем произвести. Сейчас мы производим примерно 1/10 от солнечной энергии, которая падает на Землю. Мы можем довести это производство энергии до 1%, а дальше уже нельзя. Дальше начнется перегрев Земли. Ну и, как видите, энергетика связана с местом обитания. Значит, цивилизация второго типа – это такие цивилизации, местом обитания которых является уже не планета, а околозвездное пространство целиком. Ну и, соответственно, энергетика, которую они могут производить, это энергетика, сопоставимая с их собственной звездой. Ну, а цивилизация третьего типа – это галактические цивилизации, которые производят энергию на уровне суммарной энергии света звезд галактики, ну или хотя бы того, что там в галактическом ядре происходит. Такие цивилизации не надо искать. Просто если бы такие цивилизации были, то мы бы их и так увидели без всякого поиска, потому что центры разных галактик, они постоянно наблюдаются. Если бы там были какие-то противоестественные аномалии, мы бы это сразу увидели. Поэтому, на самом деле, проблема с этим, она сводится в основном как поиск цивилизации первого или второго типа. Теперь сколько их? Разные подходы существуют к этой проблеме. Самый простой, основанный на так называемой формуле Дрейка. Я сейчас очень коротко объясню, как это работает, что такое формула Дрейка. Сам Дрейк, это Фрэнк Дрейк, он здесь на доске пишет свою формулу, собственно. Кстати, мне с ним однажды, я очень рад, что мне с ним удалось однажды пообщаться. Я ему, если я правильно помню, рассказывал про нелинейные эффекты, связанные с количеством цивилизаций в галактике. Он сказал, что это очень интересно. Значит, что такое формула Дрейка? Записывается она следующим образом. Количество цивилизаций в галактике равняется скорость появления новых цивилизаций в галактике. Сколько в среднем штук цивилизаций в галактике появляется в один год. Ну, может быть, там 1/1000, а может быть 10. Это что-то такое. Умноженное на среднюю продолжительность жизни одной цивилизации. Значит, эта формула, она имеет очень простое происхождение. На самом деле, она не в проблеме с этим возникла. Это так называемая формула векового неравновесия из ядерной физики.
Вот, это вот что такое. Вот, допустим, у вас есть радиоактивный препарат какой-то, и он испускает из себя какие-то частицы, которые сами нестабильные. Вот они вылетают и распадаются на что-то. И ясно, что в любой момент времени у вас в равновесии будет существовать какое-то определенное количество этих нестабильных частиц, количество которых будет со временем сохраняться. Вот это называется вековым равновесием. Значит, сколько их? А очень просто. Вот смотрите, представим себе, ну пусть производится, например, 10 частиц в секунду, и живут они 20 секунд. Вот у вас есть радиоактивный препарат, мы открыли заслонку, оттуда полетели эти частицы. Вот первые 20 секунд частицы, которые вылетели, не распадаются. И 10 частиц в секунду, значит, сколько их вылетело? 10 умножить на 20, 200 штук. Вот когда пошла 21 секунда, то первые, которые вылетели, взяли и распались. Но зато следующие вылетели. Вот, их число осталось то же самое. И это число, скорость появления частиц, вот у нас было там 10 частиц в секунду, на время их жизни 20 секунд. Вот 200 как есть, так и так будет оставаться дальше. Вот, то есть вот эта формула имеет супер простое происхождение, как бы школьнику будет понятно. Вот, но теперь, значит, нужно внимательно посмотреть на множители. Вот сколько же цивилизаций возникает, с какой скоростью цивилизация возникает в галактике? Мы думаем, что цивилизация связана со звездами. Поэтому частота появления новых цивилизаций должна быть связана с частотой появления новых звезд. Вот это величина R со звездочкой. И она известна. В галактике появляется примерно 10 штук новых звезд в год. Потом, не у каждой же звезды возникнет цивилизация. Там хотя бы должна быть планета земного типа в зоне обитания, там какая-никакая. А мы знаем, как часто они встречаются. Вот это вот FP, это и есть, как часто встречаются планеты земного типа, это 1/10 примерно, я уже цифр даже упоминал. Потом, значит, вот возникает самая большая проблема. А как часто на планетах земного типа возникают цивилизации? Вот этого мы не знаем вообще. Вот просто совсем не знаем. Такое впечатление, что это должна быть величина много меньше единицы. Насколько много меньше единиц, неизвестно. Но вот такое ощущение, что 1/100 – это самое оптимистичное предположение, которое можно принять. Вот, то есть вот это альфа, это будет 1/100. А L – это продолжительность жизни цивилизации. Вот вы дальше можете предполагать разные вещи про L, поставлять эту формулу, и, значит, получите, сколько у вас цивилизаций. Значит, Дрейк, он немножко более сложно записывал эту формулу. Почему? Потому что он вот эту величину альфа, он раскладывал на несколько множителей, что именно там неизвестно. Ну, с какой вероятностью жизнь возникнет, с какой вероятностью она там достигнет высокоорганизованных форм. В общем, это можно не делать, потому что просто все вместе это непонятно. Это просто неизвестно, и все. Вот, и теперь, значит, получается забавная такая штука. Если теперь подставить сюда численные значения, которые нам известны, вот 10, 1/10, 10 умножается на 1/10, получается единица. Просто-напросто. И остается только альфа умножить на L. Вот, и вся формула Дрейка выражается в такую формулу. И количество цивилизаций примерно равняется альфа, вот это, которое много меньше единицы, умножено на продолжительность жизни цивилизации. Ну, вот пример использования. Предположим, цивилизации живут 100 тысяч лет. Но это вот кажется какой-то, это как бы минимально разумная цифра, начиная с которой вообще имеет смысл искать другие цивилизации. Иначе их мы в нашей галактике просто не найдем. Значит, сколько тогда получится цивилизаций? Ну вот в оптимистическом предположении, если взять альфа 1/100 умножить на вот эти вот 10 тысяч лет, получится 1000. Ну, 1000 цивилизаций в галактике. Вот такие получаются масштабы. Теперь от этого зависит, как далеко от нас находится цивилизация. Вот здесь я в свое время провел такой специальный расчет по методу Монте-Карло, значит, с использованием случайных, как бы, симуляции случайных чисел. Значит, я использовал модель строения нашей галактики, галактического диска. И для разного количества цивилизаций, значит, методом Монте-Карло, методом вот этого самого случайных чисел, я разыгрывал ожидаемое расстояние до ближайшей цивилизации. Ну вот смотрите, допустим, вот эта цифра 10 в 3, 1000, которая у нас получилась. Вот получается такая кривая в зависимости от n. Значит, сколько получается расстояние? 2000 световых лет. То есть вот
никакого великого кольца в духе Ивана Ефремова не ожидается. До ближайших цивилизаций 1000 световых лет. Это хорошо, если как бы не десятки тысяч. Если десятки тысяч мы вряд ли кого-нибудь найдем. Вот. Ну, можно сказать, что как бы ожидаемый масштаб расстояния это килопарсек. Парсек это 3,36 светового года, ну а килопарсек это, соответственно, чуть больше 3000 световых лет. Вот в сфере радиусом 1 килопарсек имеется примерно от 1 до 10 миллионов звезд с планетами земного типа в зоне обитания. И значит, нам нужно искать одну цивилизацию среди от 1 до 10 миллионов звезд. Вот какая у нас на самом деле сложная задача. И вот теперь, как эта проблема SETI вот в современной постановке возникла и на что похоже сейчас ее решение. Значит, в 1959 году была опубликована статья Кокойни и Моррисона вот в журнале Nature, это вообще самый главный научный журнал в мире сейчас. Значит, они встретились в Москве в 1959 году на 6-й конференции по космическим лучам. Значит, Джузеппе Кокони был на этот момент значит, руководителем протонного синхротрона в Европе. Филипп Моррисон – это очень известный участник Манхэттенского проекта. Кроме того, он очень известный диссидент американский. Он попал под расследование антиамериканской деятельности в 50-х годах, чуть не сел в тюрьму. Вот, но как бы все-таки не сел. Вот они встретились в 1959 году в Москве и написали вот ту самую статью, которая была опубликована в журнале Nature. Значит, что же они в этой статье открыли? Во-первых, они поняли, что, оказывается, для межзвездной связи достаточно уже существующих технических средств на 1959 год. Это когда еще не было вот этих гигантских телескопов, когда не было Аресипского телескопа 300 метров размером, когда не было телескопа FAST. Вот, и они же поняли, что как бы наиболее подходящая волна, радиоволна, на которой стоит искать передачи внеземных цивилизаций, это 21 сантиметр. Это такой естественный стандарт, радиостандарт для таких передач. Он попадает в очень удобное место, где самые низкие радиопомехи. Вот. Ну, вот эта вот область удобная для где низкие радиопомехи в галактике, это примерно от 3 до 30 сантиметров. И вот 21 сантиметров прямо туда попало. Вот, что же они поняли? Вот сейчас будут некоторые детали. Вот тут есть такая математика, я про нее не буду говорить. На самом деле в ней несложно разобраться. Вот как бы кто захочет, потом это может сделать. Я расскажу просто конечный результат. А тут, в общем, формула, которую любой подкованный старшеклассник, значит, сможет понять. Значит, как ставится задача про эти предельные расстояния связи? Вот это то, чем занимались Кокони и Моррисон. Вот есть у вас излучатель, у него есть антенна, вот она и схематично нарисована. Будем считать, что она круглая. Вот, излучатель у нас имеет номер 1. У него, значит, размер его тарелки d. Будем считать, что это круглая тарелка диаметром d. Вот, есть приемник, у него тоже есть своя тарелка, вот у него будет номер 2. Вот, и, значит, предельное расстояние связи между вот таким вот передатчиком и вот таким вот приемником, значит, дается вот в этой формуле, про которую я сейчас подробно все расскажу, что здесь что. Значит, S1 – это площадь тарелки излучателя в квадратных метрах, можно в системе Си тут все писать. И S2 – это площадь тарелки приемника. P1 – это мощность передатчика, ну, просто выраженная там в ваттах, киловаттах, мегаваттах, в чем удобно. Лямбда – длина волны. Ну вот я уже говорил, что для проблемы SETI представляет интерес длины волн от 3 до 30 сантиметров приблизительно. Значит, вот ТНС – это так называемая шумовая температура. Это вот что такое. Это, во-первых, у вас может быть плохая антенна, она сама может шуметь. Но сейчас такие делают хорошие антенны, что у них своя собственная шумовая температура практически равна нулю, ее можно не учитывать. А вот космос, он неустранимо шумит. Вот с этим ничего не делаешь. И в том месте, где помехи
космоса минимальная, как раз вот от 3 до 30 сантиметров приблизительно, вот это так называемая шумовая температура 10 градусов Кельвина. Вот, это шум космоса, а К – это постоянные Больцмана. Теперь дельта F – это вот так называемая ширина полосы частот. Значит, она тем больше, чем быстрее вы хотите передавать информацию. Вот если вы хотите передавать 1000 бит в секунду, то, значит, у вас ширина будет, ширина полосы будет там 1 килогерц. А если вы хотите передавать 1 бит в секунду, то будет 1 Гц всего-навсего. Чем меньше ширина полосы вот этого сигнала, тем дальше будет расстояние. Вот. А альфа это вот что такое. Это какое вы хотите получить на входе приемника отношение сигнала к шуму. Значит, для уверенного приема информации нужно, чтобы альфа был порядка единицы, чтобы сигнал был существенно выше шума. Но не обязательно делать именно так. Можно попытаться обнаружить одну только несущую частоту сигнала. Это делается методом, так известным методом накопления. В общем, это хорошо понятно, что это штука, что это такое. Это значит, вам нужно долго как бы принимать этот сигнал, а потом, ну, грубо говоря, сложить все, что вы напринимали. И в этом случае вот это альфа может быть много меньше единиц, ну, типа 1/100. Вот. И теперь что получается? Да, r это вот расстояние, которое получается, ну, оно тут получится в метрах, потом можно перевести в световые годы. Вот возьмем, например, Аресибский телескоп, он же планетный радар. То есть это было устройство, которое можно было использовать просто как радиотелескоп, а можно было излучать какой-то вот радиоимпульсы, чтобы они от планет отражались. Вот поэтому он называется планетным радаром. Там можно очень точно до них расстояние измерять и так далее. Вот диаметр 300 метров. И значит, площадь у него 100 тысяч квадратных метров, 10 в пятой степени. Вот будем считать, но это то, чем мы реально располагаем. Да? Будем считать, что приемник устроен таким же образом. То есть на другом конце устроена точно такая же техника, как у нас расположена. Потом мощность передатчика мегаватт, 10⁶ ватт, длина волны 3 сантиметра, ширина 1 Гц. Откуда все эти цифры взяты? А мы сами посылали космические послания. Вот есть известное Аресибское послание, оно именно так и посылалось. Значит, ширина полосы был 1 бит в секунду, посылалось медленно. Ширина полосы была 1 Гц. Вот, длина волны была 3 сантиметра, мощность передатчика вот этого самого Аресибский планетный радар для этого использовал здесь 6 ватт. Вот возьмем эти цифры. Шумовая температура, как я говорил, 10 градусов Кельвина. Возьмем альфа единицу, то есть чтобы обеспечить нормальную передачу информации, а не просто обнаружение сигнала. Считаем r 19 тысяч световых лет. То есть это означает, что без особых проблем можно осуществить 19 тысяч световых лет – это существенная часть размера галактики. Размер галактики – это примерно 100 тысяч световых лет. Вот, это 1/5 часть размера галактики. Значит, если чуть-чуть как бы взять посильнее вот эти антенны, то сразу получится уже 100 тысяч световых лет. Вот, то есть больших проблем нет. Вот теперь другой пример. Давайте мы рассмотрим не специальные передатчики, которые передают космические послания о нас, а аэродромные, военные или космические радары. Вот я дальше буду о них говорить, как радары как бы ближнего действия. Вот, это устройство на что похоже? Значит, здесь довольно трудно о них о всех говорить сразу, потому что они все устроены сильно по-разному. Там по-разному устроена модуляция сигнала. Они обладают сильно разными параметрами, поэтому здесь очень такие ориентировочные параметры. Значит, размер 10 метров примерно. Ну, площадь тарелки получается 100 квадратных метров для излучателя. Это мы говорим об излучателе. У нас индекс 1, это у нас излучатель. Мощность у них бывает разная. Ну, вот от 50 киловатт до 100 мегаватт. Ну, вот пусть это будет что-то среднегеометрическое, типа 1 мегаватта. Длина типичная для них, это сантиметровые волны, возьмем 5 сантиметров. Ну, и частоты у них бывает, значит, частота модуляции где-то от 100 Гц до 1000 МГц, но там
понятие ширины полосы, оно вообще немножко утрачивает смысл, потому что там бывает частотная модуляция в огромных диапазонах, но можно сделать демодуляцию. Вот, и это получается примерно то же самое, что ее вообще не было. Но, в общем, как бы эффективно получается где-то от 100 Гц до 1000 до 1000 Гц, 1 кГц. Вот возьмем среднюю величину примерно 300 Гц. Ну и будем считать, что приемник это вот типа аресибского радара 10,5 квадратных метра. Вот сначала будем так считать. Значит, с какого расстояния мы могли бы увидеть вот такие вот местные радары? Вот оказывается, что если альфа равно единице, то с расстояния всего-навсего 4,7 светового года, а если мы хотим заниматься накоплением, альфа равна 1/100, то это будет 47 световых лет. Вот. То есть мы сигналы вот таких вот местных радаров короткого действия других цивилизаций увидеть не сможем, потому что мы ожидаем, что ближайшая цивилизация находится в тысячах световых лет, а здесь получается, значит, всего там 4 или 47 световых лет в лучшем случае. Теперь, а какую бы надо было бы иметь технику для того, чтобы наши радары обнаружить с разумных расстояний? Ну вот в качестве разумного расстояния возьмем 1000 световых лет. Вот, если альфа взять равно единице, то есть как бы мы хотим разрешить временную структуру этих радаров, вот импульсную структуру хотим увидеть, то получается, что нужно иметь тарелку размером 80 километров. Но если мы хотим просто обнаружить несущую частоту, то 8 километров. Вот много ли это или мало? Значит, этот вопрос мы немножечко позже обсудим. Я просто вот как бы к этим же самым данным потом обращусь. Вот это вот как бы такая количественная сторона всего этого дела, вот то, что под капотом как находится. Ну вот теперь переходим к методикам поиска цивилизации. Вот они будут зависеть от того, какую цивилизацию мы ищем, как я уже говорил. Вот рассмотрим сначала цивилизации второго типа. Значит, цивилизации второго типа могут поставить мощные, всенаправленные, постоянные маяки. У них на это хватит энергетики. То есть вот у него светит что-то во все стороны, постоянно, и когда на них не посмотри, вы обязательно это увидите, но если вы попали там в правильную частоту, догадались, какая она. Но сейчас современные поиски сети, они все очень широкополосные, и поэтому это не очень большая проблема. Вот. С этой точки зрения вот просмотр отдельных звезд просто с высокой чувствительностью антенны и вот ограниченное время одна за другой – это очень осмысленная методика. Почему? Ну потому что когда не посмотри туда, он же постоянно действующий, всенаправленный, вы должны его увидеть. Вот. Ну, они могут быть как узкополосными, так и широкополосными. А современные системы приемников, они все устроены таким образом, что они могут принимать одновременно широкополосный сигнал и узкополосный, потому что они устроены так, что там огромное количество, миллиарды на самом деле сейчас уже, очень узких частотных каналов, там шириной типа по 1 Гц. Вот, поэтому мы и узкополосный сигнал не пропустим, и широкополосный тоже не пропустим. И когда бы ни посмотрели, всегда увидим, потому что светят постоянно. А вот цивилизации первого типа, они такие всенаправленные маяки поставить не могут принципиально по своей энергетике. Значит, почему? Ну вот, как я говорил, количество кандидатов в рамках одного там тип-килопарсека или светового 1000 световых лет, вот, в общем, там как ни посмотри, это от 1 миллиона до 10 миллионов, значит, подозрительных звезд, на которые надо бы светить, вот если мы хотим передавать свою информацию, чтобы она наверняка куда-нибудь попала. Вот, и если на всех на них светить непрерывно, то эта энергетика получается на уровне вот от 1 до 10 тераватт. А это что такое? Это вся энергетика нашей цивилизации. Ну, ясно, что мы себе такого позволить не можем. Просто мы Землю перегреем, атмосферу ее перегреем. Такие мощные передатчики могут только где-то далеко в космосе базироваться. Для цивилизации первого типа это не по зубам. А что по зубам цивилизации первого типа? Значит, если она реально хочет передавать о себе какую-то информацию, ну, предположим, у нее есть стимул, вот я там в одной из своих последующих лекций как раз хочу обсудить, откуда это берется, то что они могут делать? Они могут только либо небо сканировать,
либо сканировать одну звезду за другой. И поэтому вот с точки зрения теперь нас, которые ищут цивилизации первого типа, что от них можно ожидать? Это будет короткая порция сигнала, которая придет неизвестно откуда и неизвестно когда. Вот. Значит, что нужно для этого? Для этого нужно мониторить все небо в режиме 24/7, то есть постоянно. Вот тогда мы вот этот вот редкий сигнал, который непонятно откуда и непонятно когда придет, не пропустим. Вот, но цивилизации первого типа должны еще непрерывно светить в лучах ближних радаров. Почему? Ну, потому что если есть какая-то космическая техника, без них не обойдешься. И более того, чем больше вот этой самой космической техники, там на низких орбитах где-то еще, тем больше должно быть вот таких вот ближних радаров, особенно для мониторинга космоса. Вот мониторинг космического мусора, мониторинга просто спутников, что-то в этом духе. Но мы их, как я сказал, уже увидеть не можем. Что нам нужно для того, чтобы их увидеть? Ну, нам нужны космические радиотелескопы с размером тарелки масштаба 50 километров. Вот. Насколько как бы это исполнимо, вот мы через некоторое время к этому еще тоже вернемся. Вот что уже сейчас сделано для поиска сигналов. Вот реальные программы поиска сигналов начались почти сразу после статьи 1959 года. В 60-м году это был первый проект Озма, Фрэнк Дрейк его и организовал. Вот, что же было сделано? Значит, были взяты две звезды, которые выглядели очень как бы привлекательными с точки зрения того, что там мог быть планета, они похожи на Солнце, там может быть и разум, Тау Китая и Эпсилон Эридана, они близкие, одна на расстоянии 12 световых лет, другая на расстоянии там чуть больше 10 световых лет. Сейчас известно, что там реально есть экзопланета у Тау Кита, а с Эпсилон Эридана не очень хорошо, там вроде есть одна экзопланета на вытянутой орбите, поэтому Эпсилон Эридана это на самом деле плохой кандидат, а вот Тау Кита, да. Там могут быть интересные планеты. Значит, что было сделано? Было потрачено всего 150 часов наблюдений, по 75 часов на каждую звезду, и все. То есть вот было конечное время просмотра каждой звезды, и про них как бы забыли, больше на них не смотрели. Вот это вот то, что я буду позже называть традиционной методикой, и это подходит для поиска цивилизации второго типа. Вот если были бы там непрерывные вот эти вот всенаправленные маяки, мы бы их увидели. А если там цивилизация первого типа, то вот мы посмотрели, ничего не увидели, начали смотреть куда-то еще, а они как раз как бы решили в это время нас просканировать, и мы их сигнал пропустили. Вот и все. Вот. Потом был реализован проект Озма-2 в 1976 году, было просмотрено еще 670 ближайших звезд, и все это было сделано примерно так же, и все это был поиск только цивилизации второго типа. Но вот в Советском Союзе и в России потом всегда хорошо понималось, что на самом деле надо искать цивилизации первого типа, потому что, может быть, цивилизации второго типа и не бывает вообще. Мы же знаем, что цивилизация первого типа бывает, потому что вот мы существуем. А кто их знает, может быть, цивилизация второго типа это фантастика, и первые проекты как бы с всенаправленными наблюдениями, вот о чем я уже говорил, были реализованы в Советском Союзе. Вот, был два проекта, значит, Троицкий и Кардашов реализовали каждый по своему проекту. Это было в 70-х, 72 годах. Это были такие антенны, которые стояли в нескольких местах далеко друг от друга, смотрели они во все стороны. Для чего их было несколько? Для того, чтобы от помех отстроиться. Вот если есть сигнал совпадения, то значит это не помеха местная, это значит, что-то действительно из космоса пришло. Ну вот они, между прочим, новые физические явления атмосферные там обнаружили таким способом, но, к сожалению, сигналов внеземного разума не нашли, и надо сказать, что это были антенны с очень низкой чувствительностью, то есть это нужно было предполагать, и они были к тому же еще существенно широкополосные, узкополосный сигнал они просто потеряли. В общем, это нужен был какой-то супер мощный передатчик для того, чтобы можно было таким образом обнаружить. Это был, скорее, так скажем, демонстрационный эксперимент, но вот понимание того, что нужно заниматься всенаправленным поиском, уже тогда было продемонстрировано. Вот что делается сейчас. Сейчас самый главный проект, который в мире реализуется, это так называемый Breakthrough Listen.
такая программа. Вот, ее финансирует, значит, наш бывший соотечественник Юрий Мильнер. Он выделил $100 миллионов на 10 лет, начиная с 2015 года до 2026. Вот в 2026 году эта программа качается, в этом году она кончается. Вот в 2019 году была опубликована статья с первыми промежуточными итогами этой работы. Значит, что они делали? Они делали все то же самое. Они просматривали одну звезду за другой, одну за звезду другой, то есть они искали снова цивилизации второго типа. Вот. Состояние проблемы на сейчас я как бы не знаю, потому что они, видимо, собираются итоговую статью опубликовать в 2027 году. Она еще не опубликована, поэтому я не знаю, сколько они там всего кандидатов просмотрели. А здесь они просмотрели вот первые 4 года этой программы 1327 кандидатов. Вот написана полоса частот, в которой они работали, от 1,1 до 3,45 ГГц. Туда входит линия водорода, там от 1,5 ГГц. Вот, значит, вот звездочки, которые они просмотрели. 2 телескопа у них работало. Это обычные радиотелескопы Green Bank и, как он называется, Паркес в Австралии. Австралия — это южное небо, Green Bank — это северное небо. Вот, что они делали? Они на каждую звезду тратили полчаса. Они 3 раза, за эти полчаса они 3 раза смотрели прямо на звезду и 3 ряда рядышком, для того, чтобы от помех отстроиться, вот так вот переводили. Вот, значит, настоящий сигнал должен был бы иметь тогда прерывание на то время, когда они отворачивались. Но таких сигналов обнаружено, к сожалению, не было. Вот картинки, которые они наблюдали, вот тут видны всякие сигналы. Вот, значит, что здесь нарисовано? Здесь частота, здесь время. Вот есть сигнал, у которого частота со временем меняется. Это так и ожидается, потому что источник, который вы наблюдаете, он может иметь относительно вас скорость, будет иметь относительно вас скорость, которую из-за всяких орбитальных движений может со временем меняться. Это доплеровский сдвиг. Вот. И для правильных сигналов должны были бы быть разрывы. Вот по горизонтали это значит, здесь идет источник, шум, источник, шум, источник, шум. Должны были бы быть разрывы, когда мы смотрим мимо звезды. А их нигде нету. То есть это все был зарегистрирован чистый шум, все это не то, что надо, в общем, ничего не нашли. Значит, что получается? Значит, из необходимых от 1 примерно до 10 миллионов кандидатов, вот, где надо было бы искать цивилизации, ну там второго типа, вот до, там, ну, говоря, 1000 световых лет, было просмотрено несколько тысяч к настоящему времени. Это что такое? Это примерно 1/1000 часть того, что надо было бы просмотреть. Вот, а мониторинг всего неба в непрерывном режиме для поиска цивилизации первого типа еще практически почти не начат. Вот кое-что сделано, об этом я скажу, но практически не начат. Вот. То есть даже если цивилизация второго типа существует, то вероятность успеха к настоящему времени 1/1000. А если цивилизации второго типа нет, так мы искать цивилизации первого типа еще не начали. Значит, мораль какая? Отсутствие сигнала инопланетян – это ожидаемый результат. Тут вообще удивляться совершенно нечему. Вот, теперь, если говорить о цивилизациях второго типа, то здесь можно поискать большие астроинженерные конструкции. Вот как их можно искать? Ну, например, можно поискать невесомые планеты. Это что такое? Это, ну, как бы я в кавычках написал, невесомые планеты. Это вы видите транзит большой, который перегораживает вашу звезду. Методом лучевых скоростей вы пытаетесь определить массу этого транзита, ну, как бы массу планеты. Но масса не определяется, 0. Это именно то, что ожидается от астроинженерной конструкции. Она большая, но пустая. Ну, например, это может быть большая солнечная панель. Она ничего не весит, а свет перегораживает. Вот. И реально тут трудно довольно разобраться. Вот сначала казалось, что что-то похожее обнаруживается. Вот обнаруживались такие планеты, которые назывались по-английски superpuffs, суперпушистые планеты. То есть это очень большие планеты с размером Юпитера, но у них очень-очень маленькая плотность. Вот у них размер юпитерианский, а масса как у Земли. Вот. Ну вот, например, есть планета Кеплер-51d с плотностью от 3 до 4 грамма на кубический сантиметр.
Ну вот еще одна планета, там с плотностью 0,06 грамм на кубический сантиметр. Вот в конце концов такие вещи были отождествлены с планетами, в общем, как бы здесь загадки нет. Вот стоит поискать среди неподтвержденных планет. Это что такое? Это у вас есть транзит, а масса не определяется. Ну вот я поискал в литературе, в общем, таких вот ярко выраженных неподтвержденных экзопланет мне там найти не удалось. То есть либо информация о них не публикуется, либо таких просто нет. Я сейчас точно не могу сказать. Потом можно поискать просто странные транзиты. Вот у вас что-то летает по диску звезды, затмевает ее, но это вообще ни на что не похоже. Вот самая известная из них звезда Табби, так называемая. Вот очень странно выглядят транзиты, они не периодические, они очень глубокие бывают, так что на 20% звезда притухает. Звезда, кстати, не очень хорошая. Это звезда класса F, это звезда горячее Солнца, она живет вообще-то 1 миллиард лет только. То есть там как бы жизнь-то не могла бы и не успеть развиться. Вот здесь вот по оси абсцисс отложена дата в днях, вот называется барицентрические илианские даты. Вот какая-то такая каша странная получается. До сих пор непонятно совершенно, что это такое, но вот есть такая модель, что летает вокруг этой звезды коричневый карлик, у которой есть очень сложная система колец, и вот это он медленно пролетает там с периода в несколько лет, и вот мы видим, как протягивается через звезду вот эта система колец коричневого карлика. Ну вот похоже на то, что есть у Сатурна, но только еще гораздо больше и мощнее. Вообще непонятно, что это такое. Вот. Ну и самая большая неприятность, что в огромном большинстве случаев транзит просто будет не виден. Даже если там есть астроинженерная конструкция, но она не проходит по диску звезды, ну а как-нибудь вот так вот крутится плашмя, например, расположена орбита, ну мы просто ее не увидим, поэтому множество кандидатов будет потеряно. В общем, ничего пока существенно хорошего такого найти не удалось. Потом искались инфракрасные источники, которые создают тепловое излучение, которое соответствует, грубо говоря, комнатной температуре. Для чего это делалось? Ну, идея такая, что если есть астроинженерные конструкции, в которых там кто-то типа живет, ну, должны они иметь комнатную температуру. Вот давно уже такие исследования проводятся. Николай Семенович Кардашов был одним из пионеров в поиске таких конструкций. Вот тут результат одного из таких поисков. Ну, тут ссылочка приведена подробная. Но в чем тут неприятность? Есть большое количество естественных источников, которые именно таким образом должны быть выглядеть. Это что такое? Это протопланетные диски. Это вот когда у вас еще планетная система не сформировалась, она только формируется. Вот есть протопланетный диск, и в каком-то месте он будет обязательно нагрет до комнатной температуры, и будет оттуда идти инфракрасное излучение, именно такое, какое надо. И трудно их различить. Это нужно уметь рассмотреть очень какие-то мелкие детали того, что светится, но такой возможности, к сожалению, пока нет. Это нужны какие-то гигантские инфракрасные интерферометры для того, чтобы рассматривать детали того, что там происходит. Вот. То есть, на самом деле, вот с этой стороны это тоже слабая форма парадокса Ферми. Здесь мы ничего не нашли, но как бы понятно, что найти здесь что-то довольно трудно, потому что есть много проблем. И вот эти вот планеты суперлегкие, и инфракрасные источники, с ними там и трудно разобраться. Вот теперь сильная форма парадокса Ферми. Видите, мы прямо по парадоксу Ферми идем. Почему их здесь нет? Ну, с этим связана, естественно, проблема НЛО, которая называется УФО. И, собственно, вопрос состоит в том, а что, их правда нет? Вот есть две такие крайности, которые на самом деле являются просто буквально мемами общественного сознания. Вот все про них слышали. Вот первый звучит так. Они точно здесь, все НЛО это дело рук инопланетян. И вот с ними даже постоянно встречаются, а еще и контактируют с ними ментально. И это вот один такой мем. По-моему, есть совершенно противоположный мем. Все идеи, что НЛО связаны с инопланетянами, это заведомая глупость. Никаких инопланетян тут нет и быть не может. И вообще мы одни, потому что никакие сигналы не детектированы, несмотря на грандиозные усилия ученых. Вот здесь прозвучало еще к тому же то, что называется миф Сети. Что ученые искали, и ничего не нашли, следовательно, нет никого. Значит, на самом деле ученые практически не начали искать еще ничего, если говорить о сигналах инопланетян. Вот. Это утверждение, конец этого утверждения называется миф Сети. Что интересно, так сказать, реальность оказывается сложнее и интереснее вот об этих
обоих этих упрощенных точек зрения, и это на самом деле хорошо, потому что когда мы обнаруживаем что-то нетривиальное, это есть как бы первое указание на то, что мы нашли что-то интересное. Вот, что же, значит, ну, мы об этом поговорим. Значит, вот я сейчас начну разбирать вот эти две точки зрения. Начнем со второй, что все идеи, связанные с НЛО, это заведомая глупость. И это не заведомая глупость. Более того, в действительности следует ожидать, что наблюдатели инопланетян находятся уже здесь. И вот это очень плохо понимается обстоятельства, и это очень важно. Вот тоже мем, связанный примерно вот с этим же самым утверждением, что это все заведомая глупость. Звучит так. Наша примитивная цивилизация неинтересна высокоразвитым инопланетянам так же, как нам неинтересны какие-нибудь муравьи. Поэтому что здесь вообще делать? Да? Вот это утверждение содержит, по крайней мере, две ошибки. Значит, первое. На самом деле муравьи нам очень интересны. Вот. А уж сколько раз это повторялось про несчастных муравьев. Есть даже такая наука мирмикология, есть мирмикологи, которые изучают муравьев. Но другое дело, что не каждая муравьиная куча, конечно, интересна, но реальная ситуация выглядит таким образом, как будто вот эта муравьиная куча на Земле всего одна. И это вот связано со второй ошибкой. На самом деле наша цивилизация – это объект уникальный в галактике, и поэтому он страшно интересен должен быть для инопланетян. Значит, как же это получается? Это связано с тем, что такое мы, что значит цивилизация такая, как наша. Вот, это на самом деле будет очень подробно обсуждаться в одной из следующих лекций. Я сейчас очень коротко скажу. Значит, мы цивилизация технологического взрыва, более того, завершение технологического взрыва. Мы находимся в так называемой зоне сингулярности, вот о чем я буду потом подробно говорить. И это очень краткий, ну вот масштаба 100 лет, никак не больше, период в жизни нашей цивилизации. Ну и других цивилизаций тоже. По аналогии, и тоже я буду говорить о том, почему как бы вот здесь аналогия должна работать. Вот, и это на самом деле очень опасный период. Вот когда цивилизации вот до технологического периода, ну, грубо говоря, от уровня троглодитов, вот, пытаются перейти, значит, в период очень длительного какого-то технологического развития, ну, можно сказать, перейти к суперразуму. Но она может и не перейти, она может погибнуть. Вот, я тоже буду подробно рассказывать, почему как бы вот это не чистая спекуляция, а на чем это основано. Значит, давайте мы посчитаем, сколько вот таких вот есть цивилизаций, которые находятся, ну, вот этой в зоне сингулярности или в период технологического взрыва. Мы пользуемся формулой Дрейка, только мы теперь считаем не просто количество цивилизаций, а количество цивилизаций технологического взрыва, вот n технологическое. Вот. Это равняется альфа умноженное на L, только L у нас теперь 100 лет. Но альфа-то у нас 1/100, в лучшем случае, это мы знаем. Умножаем 1/100 на 100. Получается 1. Значит, что это за 1? Да это наша собственная цивилизация. Вот, на самом деле это альфа может быть еще гораздо меньше единицы. Тогда получится здесь не 1, а много меньше единицы, что будет означать что? Что мы не только единственные в галактике, но и такие галактики, как цивилизации, как наша, в таком состоянии, в галактике появляются крайне редко. То есть мы либо уникальный, либо супер уникальный объект в галактике. Вот, земная цивилизация, вот она находится уникальна в том смысле, что она находится в таком состоянии, можно сказать, бутылочного горлышка, через которое пропихивается эволюция на уровне всей галактики. Вот это событие галактического масштаба. Вот. И если межзвездные зонды возможны, то на самом деле следует ожидать присутствия наблюдателей сразу многих инопланетных цивилизаций одновременно, которые будут смотреть, чем все это дело кончится. И более того, вот если есть хорошие методы наблюдения, хорошая астрономия у этих внеземных цивилизаций на высоком уровне развития, то они на самом деле могли легко предсказать, когда именно произойдет вот этот самый технологический взрыв, и прилететь сюда ко времени. Вот я об этом тоже буду рассказывать в одной из следующих лекций, как это можно предсказать. Вот, то есть они должны быть здесь, их следует ожидать, но их не видно.
Вот, а что же видно? Ну, вот здесь начинается история действительно с НЛО. Она на самом деле началась с 2023 года, когда прошли слушания об УФО в Конгрессе США. Вот, начиная с 8 мая, вот уже как бы Трамп под эгидой Пентагона, или наоборот, я не знаю, как правильно сказать, начал выкладывать материалы об НЛО в сеть. Вот. Но я уже давно знаю, что там ничего интересного нет, потому что уже в 2023 году Ави Лёб, это такой очень известный астроном, астрофизик, который занимается проблемой сети, он как бы смог, ну, я не знаю, насколько со всеми, но, в общем, с этими материалами ознакомиться, и он уже сказал, что там как бы посмотреть не на что. Вот, так что, ничего нету, что ли? Вот, ну, прежде всего, Ави Лёб, значит, ничего не обнаружив интересного в этих самых архивах, он тогда уже понял, что к этому делу надо подойти серьезно, нужны специальные наблюдательные средства и системы, и вот он основал проект Галилео, так называемый, вот специального мониторинга околоземного и ближнего космического пространства. Для чего? Для поиска артефактов внеземных. Вот я еще разок потом буду упоминать этот проект. Вот, ну что же мы как бы у разбитого корыта находимся, а вот на самом деле оказывается нет. Значит, в октябре 2017 года через Солнечную систему пролетел первый межзвездный объект Оumuamua, по-другому называется I-1. Вот I это аббревиатура для первых, значит, для межзвездных объектов. Вот. Он пролетел близко от Земли на расстоянии всего 0,16 астрономических единиц, но это где-то там 20 миллионов километров примерно. Вот 14 октября 2017 года, перигелий был 9 сентября 2017 года, очень близко от Солнца, 0,255 астрономические единицы, то есть вот он очень быстро пронесся мимо Солнца на самом деле. К сожалению, этот объект не было видно на подлете, потому что он прилетал прямо со стороны Солнца, его обнаружили только когда он начал улетать, и вот тут в него все вцепились. Значит, асимптотическая скорость этого объекта 26 км в секунду. Значит, это означает, что далеко-далеко от Солнца он летел со скоростью 26 км в секунду, потом он просквозил мимо Солнца, и когда он далеко от Солнца улетит, он снова будет лететь со скоростью 26 км в секунду. Это вот его гиперболическая скорость, так называемая. Пришел он со стороны созвездия Лиры, что отпечаталось название одного из проектов. И вот начали его внимательно рассматривать, и довольно быстро стало понятно, вот первая статья, это 17-й год, ноябрь, что он имеет очень необычную форму. Значит, первые оценки формы его дали, что это вытянутая сигара. Вот соотношением осей это 1 к 3,5 до 1 к 10 приблизительно. Вот. Потом через... Ну, тут началась, естественно, куча спекуляций, что это, конечно, космический корабль летит. Ну и прямо скажем, что эти спекуляции были абсолютно необоснованы. Потом через 2 года появилась более аккуратная статья, значит, которая по кривой светимости вот этого самого объекта, а он там кувыркается по-всякому, поэтому он то ярче, то тусклее становится, оценивала его форму. Значит, было написано, что скорее он плоский. Вот с вероятностью только 16% он сигарообразный с отношением оси 1 к 8. И с вероятностью 91% он плоский с отношением как бы ширины к толщине 1 к 6. Ну ладно, это было только начало этой странной истории. У него совершенно необычные формы. Таких объектов в Солнечной системе нет вообще. А потом было обнаружено, что у него есть аномальное ускорение. Вот эта статья была опубликована тоже в 2017 году. Значит, это негравитационное ускорение было обнаружено с огромной надежностью, вот с надежностью в 30 стандартных отклонений. Это практически достоверная вещь. И в той же самой статье был задан вопрос. У этого объекта не видно кометного хвоста, поэтому что это он ускоряется-то? Хорошо известно, что комета умеет ускоряться из-за реактивной отдачи вот газов, которые уходят в кометный хвост, и они при испарении создают реактивную силу. Здесь нет кометного хвоста. Вот уже в этой статье было 7 объяснений предложено этого ускорения.
И все они не проходят. Точнее, они обсуждались и говорилось о них о том, что они не проходят. Вот, потом, спустя там сколько-то, вот 6 или 5 лет, появилась еще одна статья, где делалось то же самое, просто был второй сделан подход к определению того же самого ускорения. То есть оно снова было найдено, снова все получилось то же самое. То есть все результаты были воспроизведены. Вот здесь хорошо видно, как это получается. Вот здесь вот время, здесь некие углы отложены, ну, координаты угловые этого объекта. Вот. Горизонтальная прямая здесь соответствует движению только под действием гравитации. Вот. И видно, что точки очень плохо ложатся на такую кривую. А вот здесь вот, что получается, если учесть негравитационное ускорение. Вот видите, получается все очень сразу хорошо. То есть оно там точно совершенно есть, это гравитационное ускорение, тут обсуждать нечего, это уже совершенно точно известно. Что же является причиной ускорения? Ну и вот стали появляться как бы реалистичные модели. Значит, дегазация не наблюдается, нет никаких кометных хвостов, что ускоряет. И можно же поставить верхний предел на величину дегазации, если ее не видно. И по этому верхнему пределу тогда можно определить предел на плотность объекта, чтобы он тем не менее ускорялся вот с той силой, с которой он ускоряется. И плотность получается 0,001 грамма на кубический сантиметр. Это вообще что? Вот на самом деле немножко раньше была даже опубликована статья, вот одним из авторов является Ави Лёб, тот самый, которого я уже упоминал, что это похоже на пленку. Если это пленка, то она будет ускоряться световым давлением. Но можно определить поверхностную плотность этой пленки. Получается 0,1 грамм на квадратный сантиметр. Это на что похоже? Это похоже на типичную фольгу, как от шоколадки, но чуть-чуть потоньше. Или на такую толстую полиэтиленовую пленку. Вот. И ни на что другое особенно не похоже. Вот. Это стало называться потом на английском языке моделей паруса, потому что сам Ави Лёб сказал, что это похоже на оторванный космический световой парус. Ну, это фантазия, конечно. Это на пленку похоже. А чему удивляться? Уже мы такие пленки, вот именно такого типа, очень широко используем в наших космических технологиях. Вот, например, там алюминиевые пленки, фольги, точнее, фольги используются для термоизоляции, ну там всякие майларовые пленки используются, пожалуйста, в космосе. Вот, то есть это совершенно естественная вещь. Вот, значит, возникла модель тонкой пленки, и вот здесь как бы все объясняется. Если это тонкая пленка, все нормально. А потом пришло косвенное подтверждение этой модели. Люди стали искать похожие объекты в Солнечной системе. Довольно быстро нашли. Вот объект назывался 2020 СО. 2020 это год обнаружения. СО это кодирует время этого обнаружения. Хитрым образом, это я не буду объяснять. Вот, тоже был какой-то объект, который, кстати, недалеко от Земли болтается, и у него было обнаружено тоже совершенно аномальное ускорение без всякого кометного хвоста. Но очень быстро выяснилось, что это пустая ступень от горючего от миссии Surveyor-2 1996 года. То есть, что это пустая оболочка и ведет себя точно так же, как Оumuamua. Вот мы просто видим, что Оumuamua ведет себя, ну, как пустая оболочка, ну, или как какая-то тонкая пленка, что примерно то же самое. Вот, видите, здесь вот эта статья из Википедии, Solar Radiation Pressure, подчеркнуто красненьким, это механизм ускорения вот этого самого 2020 СО. Но, значит, как бы начали озвучиваться трудности, связанные с моделью Паруса. Вот одна из трудностей, она приходит из той самой статьи, где было определено, что Оumuamua больше похоже на блин. Значит, там исследовались, вот это называется, кривые светимости этого объекта. Вот из-за того, что он кувыркается, это вот какие-то такие некоторые не очень периодические зависимости, потому что он кувыркается очень хитро. Вот точечки — это экспериментальные данные, линии — это разные модели, которые сюда подгоняются, фитируются. Вот как раз в этой статье было обнаружено, что самая хорошая модель — это модель диска с отношением осей 1 к 6,1. А вот модель паруса
Причем под моделью паруса понималась просто плоская модель, точно плоская пленка, отражающая свет. Она фитируется хуже. Вот в первом случае вот χ квадрат – это величина, которая показывает качество аппроксимации. Вот для диска это 9,96, это χ квадрат там на 1 степень свободы. На самом деле очень плохая аппроксимация, очень плохая. Но для модели паруса еще хуже. То есть модель паруса как бы не проходит. Но, смотрите, на самом деле здесь ничего не проходит. Вот смотрите, вот я просто обращу внимание вот на эту кривую, вот на этот пик G. Смотрите, здесь у этого пика такая структура, что он вообще не описывается на самом деле вот этой самой наилучшей моделью. Ну просто никак. А вот зато модель паруса, как раз именно это место, вот этот провал G, не пик G, а провал G, описывает довольно прилично. Хотя она плохо работает там в других местах. На самом деле здесь что-то совершенно непонятное происходит. И вот с моей точки зрения, это уже моя субъективная как бы точка зрения, пусть у меня бросают тухлые помидоры, на что это похоже. Это похоже на как раз какую-то такую слегка скомканную пленку. Вот бросьте полиэтиленовую пленку в воду, например. Вы увидите, что она расправится, но она не станет абсолютно плоской. Она какая-то вот такая вот будет слегка. И когда она крутится, в ней обязательно будут возникать непредсказуемые блики, которые никакой моделью не опишешь. И именно это здесь и происходит. Вот смотрите, вот, например, вот здесь вот эти скачки светимости. Откуда они берутся? Это блики какие-то. Или вот здесь вот какой-то ужасно далекий уход от модели там диска. Откуда берется? Да тоже что-то там такое, какой-то зайчик мигнул, вот так и получилось. В общем, на мой взгляд, вот это возражение с этой стороны мне кажется не очень убедительным. И мне кажется, что резюме по форме Оumuamua такое, что это вообще непонятно что, но что-то, что действительно похоже на объект с мерцанием довольно плоский, что плохо описывается любыми простыми моделями. Потом появилось так называемое альтернативное объяснение. Было сказано, что вот мы не видим кометный хвост, да, не видим, но если кометный хвост состоит из молекулярного водорода, то нашими средствами мы не можем его обнаружить. Откуда же там может взяться молекулярный водород, когда ни в одной комете Солнечной системы его нет? А это радиолитический так называемый водород. Значит, что это такое? Модель такая. Вот у вас есть ледяное тело из ледяного льда. Оно долго-долго-долго летает в космосе и подвергается облучению космических лучей. Из-за этого вода внутри разлагается на молекулярный водород и кислород, и возникают пузырьки молекулярного водорода. Потом, значит, это тело получается в поле излучения Солнца, вот эти желтенькие стрелочки, греется, и молекулярный водород начинает просачиваться сквозь обычный водяной лед наружу и создает реактивные силы. Вот. Но почему нет хвоста испаряющегося чистого H2O, раз тут вода на поверхности, а испаряющаяся вода, это сублимация называется, прямо из сухого как бы состояния, ну, вот из льда, она переходит в газообразную, сублимация. Они отлично должны быть видны. Хорошо известно, что водяные хвосты у комет образуются на расстоянии уже там 3-4 астрономических единицы. А у Оumuamua наблюдалось на расстоянии 1,2 астрономических единиц, вот как заметили первый раз, да. То есть обязательно там должен был быть водяной хвост, а его не было. Почему? Значит, нужно объяснить как бы не просто, что есть испарение H2, а почему есть H2, но нет H2O. И вот тут с этой статьей начинаются огромные проблемы. Во-первых, они используют неверное ограничение на скорость истечения H2O, которое существовало на момент публикации этой статьи. Они почему-то думали, что эта верхняя граница находится на грани 30 кг в секунду испарения льда. Хотя на самом деле даже среди тех статей, на которые ссылается вот эта вот статья, есть статья, где ограничение поставлено 10 грамм в секунду. Ну, просто здесь вот это вот ограничение 30 кг в секунду, насколько я помню, на основе данных Джеймса Веба было сделано, а это на основе телескопа Спицер 10 грамм в секунду. Вот, они ссылаются на это, ну хорошо, они могли сказать, что мы не верим этим данным, но вы хотя бы упоминание должно быть этой цифры, но его нету. Но это явная совершенно патология, это никуда не годится. Вот.
Значит, то есть они говорят прям такие слова. Ну, вообще-то там довольно много воды испаряется, просто мы это не видим, но там испаряется еще и водород, и это создает достаточно реактивную силу, что как бы притягивание за уши, потому что они просто исходят из неправильной цифры 30 килограмм в секунду. Несмотря на это, они понимают, что что-то здесь не то, видать, потому что они другую модель предлагают. Другая модель – это что поверх вот этого ледяного тела есть еще реголит, то, что он называется реголитом. Это что такое? Если у вас ледяное тело очень долго путешествует по галактике, то там нагорает углеводорода. Вот возникает такая вот плотная очень оболочка из нагоревших углеводородов. Значит, вот говорят они, она может не пропускать испарение водяного льда, а молекулы водорода маленькие, они просачиваются. Но в этой статье все расчеты как бы относятся только к модели, где реголита никакого нет. Модель с реголитом вообще не имеет никаких расчетов из этой статьи. Значит, более того, потом вышла статья Авилёбы, там у него кто-то с автором, я не помню, вот она есть процитирована, где они написали, что на самом деле еще не все физические эффекты были учтены. Значит, действительно, испарение водорода, оно должно охлаждать это кометное тело. И поэтому температурные оценки, которые в этой статье, они просто неправильные. Вот. То есть получается что? Что в этой статье, во-первых, был рассчитан не то, что надо, и во-вторых, то, что не то, что надо, было рассчитано неправильно. То есть вот я не готов рассматривать вот эту статью в качестве альтернативного объяснения, а за нее, вы знаете, вот прям как за соломинку многие хватаются, я это наблюдаю. Ну сколько мне было писем про это написано, что пленка это ерунда, вот молекулярный водород. Ну совершенно меня это не убеждает. И более того, здесь еще есть такой, так скажем, философский аргумент. Вот смотрите, даже если удастся протащить как-то вот, надо сказать, что, значит, эта радиоэлектрическая модель до конца не была просчитана, потому что эта статья никуда не годится с моей точки зрения. Вот был бы я рецензентом, я бы ее завернул. Хотя, между прочим, опубликована она в Nature. Это самый главный физический журнал. Вот я должен сказать, что это не является критерием качественности статьи. Вот у меня у самого есть одна статья в Nature, и мне как бы это не является моей любимой статьей. Вот. Как бы нужно смотреть, что у статьи внутри обязательно, а не где она была опубликована. Вот. Так вот, есть еще философия интересная. Смотрите. Значит, даже если удастся этот расчет довести до конца, это не сделано, и он сможет каким-то образом объяснить ускорение с помощью радиоэлектрического водорода, вот здесь есть еще некая философия. Значит, модель радиоэлектрического водорода объясняет только ускорение и больше ничего. А вот модель мятой пленки, она объясняет и ускорение за счет светового давления, и одновременно странную форму объекта, может быть, даже включая вот эти вот непонятные блики, которые там наблюдаются на кривых светимости. То есть модель пленки, она на самом деле как бы просто более сильная, чем она модель радиоэлектрического водорода, потому что она больше объясняет. Вот. Так что вот есть такая странная вещь, действительно, с этим Оumuamua, и никаких, с моей точки зрения, непротиворечивых объяснений пока что, кроме как объяснения с помощью пленки, может быть, мятой, не видно пока. Вот. Но вот здесь нельзя не упомянуть объект 3I Atlas, который поднял очень много шума с легкой руки Авилёба. Но это на самом деле была самая обычная комета. То есть она была тоже межзвездная. Она была вот такие даже и в Солнечной системе встречается. Это была так называемая СО2 комета. Там она где-то в очень холодной области пространства, значит, сформировалась, где СО2 сохранялся, где его там было много. Ну, она нам прилетела со скоростью 58 км в секунду, что, между прочим, совершенно нормально. Вот 25 км в секунду у Оumuamua, 58 км в секунду. Это скорость, что такое? Это относительная скорость движения звезд. Вот эти вот объекты видятся как свободные объекты в галактике. Вот как бы их ничего так специально не запускало. Вот. Ну, он пролетел мимо нас 29 октября 2025 года. И вот этот вот самый шум, который вокруг него
Авелёв создал, он какой-то был немножко неприятный. Ну, это известно почему. Потому что если вы все время будете кричать «волки, волки», то у вас в конце концов могут перестать слушать. Вот. То ли он к этой проблематике хотел привлечь внимание, не понимаю, почему он так себя вел. Ну, я, тем не менее, как бы уважение к этому человеку не утратил, потому что это, конечно, очень замечательная личность. Но вот, то есть это была обычная комета. Ничего такого странного. Ну и вот какой, значит, итог получается по парадоксу Ферми теперь в сильной форме, почему их нет. Ну, во-первых, существует единственное наблюдение, когда имеется реальное указание на земную искусственную форму объекта. Вот, но только объект этот совсем не похож на космический корабль. Ну, прям совсем. А похож на кусок космического мусора. Но если был космический мусор, значит, было и кому намусорить. Но, конечно, доказательств искусственного происхождения объекта нет. Вот, и природа его до конца не ясна. Просто ясно, что это что-то невероятно странное. И что надо было бы сделать? Вот в телескоп его уже не рассмотришь, все, как бы поезд ушел. Надо было бы к нему снарядить космическую миссию, чтобы подлететь и сфотографировать. Вот, и есть такой проект, называется проект Лира. Он развивается прямо начиная с 2017 года, вот уже почти 10 лет. Около десятка статей опубликовано в архиве электронных препринтов, архив. Там множество разных как бы разновидностей, как его догнать, было рассмотрено. Но и вот сейчас так получается, что по-хорошему окно для химических наших ракет обыкновенных еще открыто до 2045 года. То есть еще осталось небольшое время какое-то на раскачку. Но чем дальше, тем хуже. Потому что чем позже мы пошлем туда миссию в догонку, тем дольше она будет догонять, и тем позже мы узнаем результат. Вот, будь я на месте Илона Маска, я бы обязательно это сделал, потому что это точно находится в силах Илона Маска. Вот достаточно носителей типа Falcon Heavy. Ну, там нужно некоторые технологии использовать, типа дозаправки в космосе, все это там у него отрабатывается, все это можно сделать. Мы с Сурдиным и Семихатовым даже приняли такое совместное письмо к Илону Маску. Ну, и, честно говоря, я не знаю, что дальше с этим письмом было. В его записи я участвовал, а дальше я не смотрел, что с ним происходило. Вот. Ну и что важно, необходим систематический поиск инопланетных артефактов. Вот снова мы возвращаемся к тому, что было уже один рассказано. И снова я вспоминаю Ави Лёба и его проект Галилео. Вот это портал этого проекта, который я его как бы сравнительно недавно сфотографировал. Ну, без VPN он, конечно, недоступен, но, тем не менее, вот с VPN можно посмотреть, чем он там сейчас занимается. А он, значит, как бы поддерживает сети маленьких роботизированных наземных радио и оптических телескопчиков для того, чтобы просматривать атмосферу и ближайший космос. Примерно так. Значит, какие перспективы просматриваются с этим за рубежом? Ну, во-первых, в отношении поиска цивилизации первого типа. Это там было понято, в конце концов, прям буквально у меня на глазах это произошло. Вот Джилл Тартер, это как бы один из великих предводителей проблемы SETI на Западе, на одном из совещаний, в котором я присутствовал вот в Кремниевой долине в 2017 году, она выступила с пламенной речью, где она как раз сказала, что мы все делаем неправильно. Нужен мониторинг всего неба 24 часа в сутки на всех частотах. И вот, между прочим, в том же самом 2017 году, осенью, вот на конференции в Австралии я был, это была конференция, ну неважно, какая была конференция, вот там стали появляться доклады про All Sky Radio SETI. Вот это примерчик один, это есть такой проект, называется Square Kilometer Array. Там туда будут сходить разные радиотелескопы, и в том числе в их составе планируются так называемые антенные решетки. Это значит такое устройство, которое смотрит одновременно в нескольких разных направлениях радио. Оно не является тарелкой, и оно направление, в которых смотрит, формирует с помощью компьютера. Вот. Но это очень дорогое удовольствие сделать покрытие неба вот в нужном диапазоне гигагерцовом для SETI.
Но вот в первой очереди этого Square Kilometer Array предполагается вот эти вот блины, это и есть эти самые радиорешетки, всего два таких. Но вот здесь вот как бы авторы расфантазировали, что во второй очереди проекта их будет много-много-много. Ну вот на каждом из них можно поддерживать там несколько диаграмм направленности, ну а в сумме они могут покрыть тогда все небо. То есть люди там об этом, слава богу, думают. Вот еще один очень важный проект, он сначала назывался PanoSETI, потом он стал называться Panoramic SETI, и было о нем сказано тоже первый раз на той же самой конференции осенью 2017 года. Это мозаика маленьких дешевых телескопчиков, которые смотрят в разные стороны, покрывают одновременно большую часть неба, и нужны они для поиска сигналов неземных лазеров, а не радио. Вот. И это очень важная штука на самом деле. Оказывается, что такого рода поиск организовать проще, чем всенаправленный поиск радиосигнала. Вот. Эти дешевые телескопчики основаны на так называемых линзах Френеля. Поэтому они, собственно говоря, и дешевые. Вот. Но к настоящему времени, значит, ну вот эта фотография, это два прототипа таких телескопчиков. Это публикация 2022 года. Сейчас сделано 3 таких прототипа, и они их уже гоняют. Значит, они на них отрабатывают методику. Но это 2025 год, а телескопов по-прежнему 3, а их должно быть несколько десятков. И проект постепенно скукожился от просмотра всего неба, как они сначала хотели, до просмотра одного стеродиана. Один стеродиан – это конус с раствором примерно 60 градусов. Вот. И вот в настоящее время как бы вот этот проект все еще находится на методической, к сожалению, стадии. Вот. А теперь мы переходим к отечественным проектам. Вот отечественные проекты, по сравнению со всеми западными проектами, они всегда обладали тем своеобразием, что они всегда были направлены на поиск цивилизации первого типа. Это не были вот эти вот одиночные просмотры одиночных звезд, это была попытка перейти к большим апертурам, смотреть на все или большой кусок неба одновременно. Вот. Ну, это был поиск цивилизации первого типа и разные другие альтернативы стандартной методики. Вот мы не шли в кильваторе у всех. И вот сейчас я просто коротко расскажу о проектах, которые у нас реализуются. Значит, один проект реализуется прямо сейчас на Черенковском массиве, так называемом, который называется Тайга Хай-Скоре. И это инструмент, который был изначально сделан для физики космических лучей. Значит, в чем тут дело? Вот когда очень энергетичная космическая частица очень быстро прилетает в атмосферу, она в ней ударяется, рождает огромное количество вторичных частиц, называется это широкий атмосферный ливень. Вот эти частицы летят быстрее скорости света в атмосфере. А в атмосфере скорость света, она меньше, чем скорость света в вакууме, поэтому можно лететь быстрее, чем скорость света в атмосфере. В этом случае возникает так называемое черенковское излучение, черенковский свет. И это просто свет видимого диапазона, зеленый на самом деле. Вот. То есть широкий атмосферный ливень вызывает в атмосфере короткую, чем вспышку, несколько десятков наносекунд зеленого света. Так вот, оказалось, что вот эти вот вспышки зеленого света очень похожи по параметрам на ожидаемые сигналы внеземного лазера инопланетян. И практически с помощью того же самого инструмента можно организовать поиск сигналов инопланетян, а инструмент этот смотрит сразу в очень большую область неба. Вот расположен он около озера Байкал, там есть так называемая Тункинская долина. И это вот много-много вот таких вот отдельных маленьких инструментов, которые смотрят в небо. Это решетка таких вот фотоприемников, ну их там 120 штук туда входит сейчас. Каждый из них смотрит в угол 60 градусов, 11 радиан приблизительно. Все они смотрят в одну и ту же область неба, на самом деле в один и тот же радиан. Вот. И можно эту систему заставить искать сигналы внеземных лазеров. Значит, как это делается? Вот сигнал широкого атмосферного ливня в этой установке, вот этот вот вид сверху на эту мозаику оптических приемников, на эту решетку, выглядит как пятно. Это такая относительно узкая вещь, которая приходит на уровень телескопа.
А если приходит сигнал от удаленной вспышки, который где-то очень-очень далеко приходит, то, естественно, приходит плоский фронт, практически оптический, который накрывает всю установку целиком. И все должны датчики сработать, ну или большая часть их. Вот эта вот картинка, которая здесь справа нарисована, и это мы реально нашли космический лазер. Вот мы его искали, мы его нашли, но только оказалось, что этот космический лазер установлен на земном спутнике. Это был лидар, это был оптический дальномер. Вот. Но тем не менее методика сразу продемонстрировала, что она правильно работает, она позволяет такие сигналы искать. Вот. Это был 18-19 год, именно тогда начались поиски, давно уже. Вот с тех пор установка сильно выросла, вот сейчас она уже стала такая. Вот здесь снова нарисован сигнал от широкого атмосферного ливня и снова сигнал от спутника с лазером. Видите, как они сильно различаются? Ну, там есть еще и другие разные параметры, по которым их можно различить. Вот. Делает эта установка практически то же самое, что должна делать вот этот самый проект Panoramic SETI, о котором я раньше рассказал. Это та же самая оптика, тот же самый стерадиан. Вот единственное, что Panoramic SETI – это оптика и ближний инфракрас. Вот у нас, к сожалению, только оптика, инфракрас у нас нет. Вот в этом случае мы немножко слабее. Вот временные диапазоны, там яркости, практически чувствительность, очень похожи. Вот. Но они сейчас находятся на ранней методической стадии, у них там прототипы отлаживаются. А у нас первые 4 сезона наблюдений уже опубликованы в 2 статьях. Вот с 18 по 19 год был первый. Вот, с 21 по 22 год это был последний. Вот там надо сказать, что около Байкала наблюдение только зимой происходит, потому что там астроклимат такой, там зимой ясное небо, а летом там сплошные грозы, вообще ничего включать нельзя, электроника выгорит просто мгновенно. Вот, уже 4 сезона наблюдений у нас опубликованы, еще 2 сезона у нас обработаны. Уже статья написана, и сейчас она там в коллаборации вычитывается, готовится к отправке. То есть уже 6 сезонов. То есть они еще не начали, а мы уже 6 сезонов данных обработали. Вот. И это направление к поиску цивилизации первого типа. На самом деле можно показать, что вот такие лазеры, которые легко обнаруживаются этим устройством, это не какие-то фантастические устройства. Это такие лазеры, которые уже у нас есть по мощности. Ну, вот такие лазеры, например, используются в программе инерциального термоядерного синтеза, где мишень там обжимается лазерами, она должна ядерным образом взорваться. Это установки мегаджоульного класса, наносекундного диапазона. У нас такие есть уже просто реально лазеры. Вот поверни его в небо, и это станет передатчиком как бы для инопланетян. Вот и все. Вот, то есть цивилизация первого типа, если захочет, сможет сделать такие лазеры, да просто легко. Поэтому, а мы ищем в очень широком диапазоне неба. То есть это переход к поискам цивилизации первого типа. Вот есть у нас другие программы. Вот радиопрограмма на телескопе Ротан-600. Здесь мы тоже делаем не так, как все. Мы здесь просматриваем не очень много источников, ну вот кандидаты, их тут 30 штук. Но зато каждый мы наблюдаем многократно. В течение многих лет. Вот эта статья по 2 годам наблюдения. И что мы здесь получаем принципиально нового по сравнению с тем, как на Западе люди работают. Вот на Западе люди посмотрели на источник, не увидели ничего, отвернулись и больше на него не смотрят. Что они про него узнали, если это цивилизация первого типа? Ответ – ничего, просто 0. А что мы узнаем? Вот мы много раз наблюдаем. Вот цепочка наблюдений здесь нарисована. Вот если бы там были какие-то передачи, то мы хотя бы можем установить ограничение на максимальную длительность этой передачи. Вот эта передача должна влезть в промежутки между нашими наблюдениями. То есть мы хотя бы не выходим с пустыми руками. Вот, видите, ну это тоже, в общем, такая демонстрационная, скорее, программа, но мы здесь всеми силами пытаемся продемонстрировать, что, в общем, в мире делают не то, что надо, что нужно работать по-другому. Вот, теперь, и неожиданно, абсолютно неожиданно, мы здесь на родной стороне вышли в проблеме SETI в совершенно новое место. Ну, прям совсем. Правда, это не мы первые сделали. Ну, сейчас я об этом расскажу. Значит, речь идет о странных информационных структурах не на небе,
а в генетическом коде. Вот сейчас я расскажу, что это, значит, вот эта вот тема, это тема отдельной двухчасовой лекции, поэтому сейчас я очень прямо коротко об этом скажу, далеко не обо всем расскажу, что там есть. Статья опубликована, она достаточно доступна для скачивания, вот здесь вот есть точная ссылка, опубликована она была в таком ежегоднике Evolution на английском языке. Значит, о чем идет речь? Ну, генетический код – это то, что связывает структуру ДНК с аминокислотами и белками, которые кодируют ДНК. И вот оказалось, что это, значит, некоторая информационная структура сама по себе. И вот оказалось, что у нее внутри, в этой информационной структуре, в генетическом коде, наблюдаются невероятно странные вещи, которые не лезут ни в какие ворота. Значит, более того, то, что там странного видно, очень легко классифицируется по вот то, что мы назвали информационным уровнем. Вот хорошо известно, что если мы ищем сообщения инопланетян, то, скорее всего, это сообщение тоже будет структурировано таким способом, причем там будут так называемые уровни привлечения внимания. И это очень такие специальные структуры, которые очень легко обнаружить. И они могут быть как бы сделаны таким образом, чтобы они давали наводку на поиск следующей информации. И это вот ожидаемая структура типичного космического послания. Так вот оказалось, что вот эти вот странности, которые обнаруживаются в генетическом коде, они именно таким образом устроены. Вот там информация вся раскладывается по информационным уровням. Значит, эти уровни зависят от ресурсов, так сказать, которые мы привлекаем для построения вот тех вот информационных паттернов, о которых я буду говорить. Вот. И два первых уровня, они типичные уровни привлечения внимания. Они очень просто устроены, и они приковывают внимание к определенному типу структур в генетическом коде, где при более внимательном рассмотрении обнаруживается еще ужасно много чего. Вот, ну, надо сказать, что такое, значит, речь идет об универсальном генетическом коде. Значит, если кто-то захотел вставить какую-то специальную информацию в генетический код, то он должен был это вставить в первый генетический код, который появился на Земле и который стал потом универсальным генетическим кодом. Это такой генетический код, значит, который использует там 99,97% значит, живых существ Земли. Он для всех одинаковый. Там есть редкие отклонения от генетического кода, это тоже важно, об этом я скажу потом. Вот, значит, как он устроен? Значит, ДНК состоит из таких отдельных звеньев, которые называются основаниями. Каждая тройка оснований кодирует одну аминокислоту. Аминокислота – это то, из чего сделаны белки. Вот белки – это то, из чего сделаны мы сами. Вот, и еще там кодируется помимо аминокислот сигнал стоп. Вот, значит, сигнал стоп, он говорит, когда нужно кончать синтезировать аминокислоту и начинать следующее. Вот, значит, есть 4 основания: тимин, цитозин, адезин, гуанин. Вот, и каждая тройка этих оснований кодирует одну аминокислоту. И поэтому то, как это происходит, удобно записать в виде трехмерной матрицы. Это что такое? Вот, это кубик. По сторонам, значит, 4 клеточки у каждого этого кубика. Мы в этих клеточках откладываем в каждой по одному вот этому тимину, цитозину, гуанину, ТЦАГ, вот. И в маленьком кубике, вот здесь, вот, значит, координаты каждого кубика внутри этого куба будут создаваться 3 основаниями, и в каждом новом кубике будет вписан продукт, который она кодирует. Вот наиболее, значит, естественная форма представления генетического кода, и это вот такая вот трехмерная матрица. Но ее рисовать неудобно. Мы рисуем картинки двухмерные, поэтому как он обычно рисуется? Рисуется вид сверху. Вот, возникает квадрат 4 на 4, вот тут отложено те же самые ТЦАГ, что и здесь. Но столбик нарисовать как бы стоя неудобно, и поэтому он рисуется лежа, ну или вот так вот вертикально. Вот в каждой клеточке вписана одна колонка. Вот. Вот. Значит, оказывается, что вот эти клеточки существуют двух разных типов. Значит,
каждая аминокислота кодируется несколькими разными вот этими триплетами. И оказывается, что есть такие столбики, которые кодируют одну единственную аминокислоту. Ну вот, например, вот это ТЦТ, ТЦЦ и так далее кодируют только аминокислоту, которая называется S. Я не помню, как они называются, какие. Они тоже обозначаются по одной букве аминокислоты. Вот. И таких клеточек, где целый столбец, вот такой, целая колонка кодирует всего одну аминокислоту, 8. А есть такие столбики, где в одном столбике разные аминокислоты получаются. И таких тоже 8, потому что всего клеточек 16. Вот, и вот эти самые 8 и 8 называются октетами. Один октет однородный, это вот где в одном столбике только одно что-то кодируется, а другой неоднородный, где в одном столбике кодируется что-то разное. Вот мы им будем составлять такие картинки, каллиграммами называются. Вот однородным столбиком будем сопоставлять черную клеточку, неоднородным белую. Вот видите, здесь получается как бы две такие перевернутые буквы F, которые здесь видны, и вот в этой каллиграмме они видны. Вот. Теперь уровень 1. Он же уровень привлечения внимания номер 1. Вот его открыл Юрий Борисович Румер. Это на самом деле замечательный совершенно физик-теоретик с очень сложной судьбой. Я до сих пор как бы по его учебникам учусь квантовой теории поля. Но это был человек очень широких взглядов. Вот, и он задал вот какой вопрос. Вот Фрэнсис Крик, который, в общем, в основном открыл структуру генетического кода, как бы, ну, по крайней мере, при его содействии это было сделано, сказал так: генетический код – это замороженная случайность. И вот эти вот три вопроса, это как бы Юрий Борисович задался здесь вопросом. Он спросил, а случайность ли это? И он попытался найти какие-то закономерности внутри структуры генетического кода, то есть вот в этой вот самой таблице. Значит, это именно он обнаружил вот эти вот самые октеты, о которых я говорил, и он обнаружил симметрию этих октетов, которая теперь называется румеровской симметрией. Это вот что оказалось. Если основание Т и Г поменять местами и одновременно основание С и А поменять местами, то оказывается, что все клетки, все однородные клетки переходят в неоднородные клетки и обратно. Один октет, октет 1, который вот один октет 1 это однородный, переходит в неоднородный, и неоднородный переходит в однородный. Вот такое вот преобразование происходит. Ну, как бы на самом деле табличка там кверх ногами переворачивается. В общем, как ни посмотри, ну такая удивительная симметрия есть. Значит, насколько она вероятна? Значит, для чего она нужна, совершенно непонятно. Функциональное назначение этой симметрии, если она существует, неизвестно. Это выглядит чистой случайностью. Значит, если это чистая случайность, какая у нее вероятность? Вот если уже есть два октета, вот таких однородные и неоднородные, то вероятность появления дополнительной там румеровской симметрии 1/256, не очень большая. Тут еще ничего такого особенного нет. Просто это может нас заинтересовать. И это вот уже нас заинтересовало с моим соавтором Феликсом Петровичем Филатовым, вот статью, которую я показывал, мы с ним соавтором этой статьи. Значит, таблицу генетического кода можно написать по-разному. Можно по-разному на сторонах поставить основания. И вот давайте мы будем переставлять основания на сторонах и смотреть, какие у нас будут картинки. Вот это исходная картинка, а вот это вот другие картинки, которые могут получиться. И оказалось, что среди этих картинок есть две самые простые. Вот одна и вот другая. В чем их простота? А в этих картинках зона, занятая однородным октетом и неоднородным октетом, связанные, они составляют сплошные куски. А во всех остальных они разорваны. Вот здесь, например, неоднородный октет разорван, но здесь разорвано вообще все, что можно. Вот они в определенном смысле самые простые, вот они выделяются. Значит, что же оказалось? Оказалось, что с ними связана еще одна дополнительная симметрия, это вот которую уже мы сами обнаружили. Значит, если рассмотреть вместе с преобразованием Румера, вот о котором я говорил, две половинки этого преобразования, значит, когда либо ТГ только переставляется, либо только С и А переставляются местами. Ну, во-первых, оказывается, что структура, которая получится из вот этих трех преобразований, и еще как бы тождественные единичные преобразования, ну, это будет группа. В математическом смысле это просто интересно, простая, коммутативная, но это ладно.
Но главное оказалось, что вот эти половинки румеровского преобразования, непрерывные вот эти вот самые фигуры, которые самые простые среди всех, преобразуют друг через друга. Вот, например, R2 преобразует одну связанную фигуру в другую единственную связанную фигуру. Ну и так далее. И получается вот такая предельно красивая картинка, которая совершенно неожиданная и тоже случайная на фоне румеровской симметрии. Значит, оказывается, что у нее вероятность не очень маленькая. Вот если уже есть симметрия Румера, то дополнительно вот такая симметрия реализуется с вероятностью 1/4. Но все вместе получается уже вероятность 1024. Что опять как бы еще ничего такого особенного, но просто это все сильнее и сильнее начинает приковывать наше внимание к чему? Вот к этим румеровским октетам. Как бы нас наводит это на что-то. А теперь привлечем новый ресурс. Возникает новый информационный уровень. Это веса аминокислот. Значит, веса аминокислот – это целые числа, но это сумма количества протонов и нейтронов, там вот это то, что называется атомный вес в химии. Точнее, не атомный вес, а как... Ну да, атомный вес. Вот. Значит, здесь интересно, как устроены теперь молекулы аминокислот. Значит, устроены таким образом. Почему они все аминокислоты? У них есть так называемая константная часть. И есть у них боковая цепь. Вот константная часть почти у всех одинаковая, и вес у нее 74 атомных единицы. А боковые цепи у всех разные. Вот этим аминокислоты в основном и отличаются. У всех, кроме одной, вот есть такая аминокислота пролин, у нее константная часть немножко другая, у нее вес 73. Вот, но видно, тем не менее, что 74 – это в нашей задаче некое особенное число. Вот мы его начали называть магическим числом. 74, которое равняется 37 умножить на 2. И здесь как бы факультативно еще одно магическое число получается 37. Ну, двойка – это слишком как бы не особенное число, а 37, оказывается, тоже играет совершенно специальную роль во всей этой задаче. То есть они специальную роль играют отдельно, и 74, и 37. Вот это уже начинается какая-то маленькая мистика. И вот уровень 2. Это называется сигнатуры полного веса аминокислот. Значит, и это будет уровень привлечения внимания 2. Почему? Потому что он очень тоже простой. Значит, что мы делаем? Мы берем аминокислоты, вот их тут веса, все в табличке приведены. Мы берем таблицу генетического кода. И для каждой ячейки таблички генетического кода, ну фактически для каждой колонки, мы просто считаем полный вес. Ну вот здесь, например, аминокислота F, она входит 2 раза. Вот здесь вот она же, мы 2 раза учитываем ее вес. Здесь вот L входит. Сюда 2 раза учли вес L. Ну вот здесь вот S входит 4 раза. Значит, 4 раза его учли. И делаем мы не простую вещь, а очень простую вещь. Мы просто считаем полные веса первого и второго октета. Вот, масса октета 1 оказывается 3700. И оказывается, что эта величина делится на 74, на наше магическое число. А вес октета 2 оказывается 4218, и он тоже делится на 74. Вот получается 50 и 57. Вот это уже прям совсем странно получается, потому что по своей сути оба эти веса – это случайные целые числа. Вот посмотрите на атомные веса аминокислот. Они абсолютно ничем не примечательны. Их там начни суммировать. Что-то случайное должно получиться, а получается что-то совершенно не случайное. Ну а здесь, кстати, еще получается делится отдельно на 37 и 100. Как бы здесь намек на что-то такое десятичное возникает. Вот мы должны это воспринимать как совершенно случайное обстоятельство, и вероятность его будет, вот если вот есть случайные числа, какова вероятность того, что случайное целое число будет делиться на 74? 1/74. Вот здесь получается вероятность 1/74 умножить на 1/74, ну вот 0,02%. И более того, одно из чисел, вот это вот 4218, и это так называемое число Щербака-Макукова. Вот, а Щербак-Макуков – это те два исследователя, с которых вообще вся эта история началась, с которых мы попали с Феликсом Филатовым в эту область. Вот, они опубликовали в 2013 году статью, значит, где они нашли очень большое количество
ну тоже сигнатура определенного вида, я вам скажу, вот, которые выражались числами вот такого вот вида. Это какое-то маленькое целое число умноженное на 999 плюс другое маленькое целое число умноженное на 111. Ну, в общем, это числа, делящиеся на 111. Вот с ними оказалось как раз тут связана какая-то мистика. И вот мы с Феликсом Филатовым начали разбираться в этой статье Щербака и Макукова очень сложной, и в результате возникла вот та самая работа, о которой сейчас я рассказываю. Вот, так вот здесь возникает к тому же еще число Щербака-Макукова на самом как бы вот верхнем уровне привлечения внимания. И это очень просто, понимаете, это очень просто. Это вот действительно выглядит как уровень привлечения внимания. Вот, а дальше начинается непросто. Вот это вот самое, это именно то, с чего, собственно говоря, практически и начали Щербак и Макуков. И что приводит к определенным трудностям при чтении их статьи, почему пришлось с ней долго разбираться. Они вычисляли так называемые сигнатуры масс боковых цепей. Значит, они сказали, давайте-ка мы будем считать массы по атомным весам, но мы будем считать массы не по атомным весам, по полным аминокислот, так как это было сделано вот здесь, а мы будем считать массы только боковых цепей. Но прежде чем мы это сделать, мы сделаем одну очень странную ментальную процедуру. Вот у нас есть ненормальный пролин, у которого боковая цепь весит не 73, как у всех нормальных аминокислот, а 74. И давайте мы пролин в уме поправим. Мы сделаем ему вес тоже 74, перенеся один протончик, значит, из боковой цепи в константную часть. И дальше будем работать с такими поправленными весами пролина. И вот тут начинается столько чудес, это же просто не в сказке сказать. Вот я обо всем абсолютно не в состоянии рассказать, я говорю, двухчасовая лекция нужна, даже больше. Привожу просто примеры. Вот самые простые вещи, которые возникают. Берем октет 1, однородный. Считаем массу боковых цепей, значит, по всему первому октету. Там немножко еще другой способ счета, значит, возникает. Но об этом я уже не буду рассказывать об этих деталях. Получается 333. Число Щербака-Макукова. Значит, это, вот здесь, видите, синеньким выделено. Они эту операцию переноса протончика называют ключом активации. Здесь, видите, у пролина стал вес 74, как у всех, а был он 73. А здесь стал 41, а был 42. Вот если бы мы этого не сделали, мы бы здесь ничего не получили. Вот. А мы сделали и получили 333. Теперь, значит, для константных частей отдельно получается таким же образом сумма 592, а полный вес получается 925. Вот получается три числа. Одно, значит, число Щербака-Макукова 333. Вот другие 592, 925. И вот начинает работать число 37, другое магическое число. И мы видим, что оно является общим множителем у всех этих чисел, а другой множитель 9, 16, 25. И что это такое? А это египетский треугольник. Вот все, что угодно можно теперь по этому поводу думать, одного только сказать нельзя, что его здесь нет. Вот он здесь есть, это совершенно точно. Здесь есть египетский треугольник. Вот, значит, теперь возьмем, это в октете 1 такое чудо обнаруживается. Теперь возьмем октет 2, полностью возьмем октет 2. Значит, вот эта вот длинная табличка, она здесь с переносом показывает, как производится счет для массы боковых цепей и отдельной константной части. Стопу приписывается здесь число 0, вес 0. Это не очевидно. Но это я даже не могу здесь пояснять, это для этого нужно делать опять только в длинной лекции. Но две эти массы, которые должны получаться снова случайными целыми числами, получается 999 плюс 111, 999 плюс 111. Мало того, что это два числа оба делятся на 111, они еще и одинаковые получаются. Но это постепенно начинает не лезть ни в какие ворота. Вот еще один примерчик.
Значит, дальше считаются вот эти числа, значит, общая идея, откуда начинают браться эти целые числа. Предлагается какая-то простая симметрия или какое-то простое правило, которое можно сформулировать коротким предложением. Вот, то есть симметрийные соображения. И мы смотрим, что там получается. И вот практически почти все симметрийные соображения на самом деле были перебраны. И везде получается примерно одно и то же. Ну вот пример. Значит, мы рассматриваем кадоны. Кадоны, что это вот эти тройки, да, с двумя одинаковыми основаниями пуринами. А вот эти вот самые ТЦАГ, они бывают либо пурины, либо пиримидины. Они по-разному немножечко устроены. Значит, пурины – это А и Г. Вот мы выписываем в эту табличку их, здесь они выписаны, вот, два одинаковых, ААТ, ААЦ, там, и так далее, и так далее, АГГ, вот здесь 2Г встречается. Вот, они могут встречаться либо подряд, вот как вот в этих вот двух подквадратиках, либо они могут встречаться не подряд. Видите, здесь разная симметрия у них получается, и мы ее учтем, мы ее поделим. И что же получается? Если теперь посчитать атомные, значит, сумма масс боковых цепей здесь считается. По всей этой таблице 999. А вот здесь вот у нас есть 3 подтаблицы с разными симметриями. И если посчитать массу для каждой такой отдельной подтаблицы, получается 3 раза 333. Вот они все должны быть случайными числами. А получается сплошь неслучайные числа. Вот, всего найдено, значит, к настоящему времени 17 независимых таких СМ-чисел в разных типах симметрии. Я просто не в состоянии об этом рассказывать. Помимо этого, помимо того, что там есть симметрии, связанные с вот числами Щербака-Макукова, вот это 111, которых 17 штук там образуется, там отдельно встречается еще просто чистое равновесие без чисел Щербака-Макукова. Ну вот один пример, а их там тоже несколько. Вот видите, смотрите, вот наша табличка генетического кода, здесь в такой маленькой картинке нарисована. И простые симметрийные комбинации выбора клеточек. И оказывается, что они вот крест-накрест, непонятно почему, дают одинаковые суммы. Вот вес этой равен весу вот этой, вес вот этой равен весу вот этой. Более того, если на основе этих сделать еще что-то более сложное, снова получается равновесие. Масса вот этой вот центральной группы равна массе вот этих вот боковых групп, вот 369. Правда, это не числа Щербака-Макукова, но это совершенно неожиданное равновесие. Вот, так что же мы имеем? Значит, случайность это или артефакт, вот как называет Феликс Филатов, это подпись создателя. Он такой термин придумал, по-моему, это он. Вот, значит, теперь есть кое-что, о чем я рассказать просто не могу. Есть уровень 4, это там сигнатура масс отдельных звеньев аминокислот, об этом я не рассказываю. Есть еще уровень 5, это там симметрии так называемых АРСАС, это молекулы, которые участвуют в синтезе аминокислот. Но это невозможно рассказать уже здесь. Вот, теперь, насколько все это дико или не дико? Возможно ли? Вот на самом деле ничего невозможного то нет. Значит, это похоже на что? Это похоже, может быть, точнее похоже на направленную панспермию, в которую был заложен искусственный в каком-то смысле генетический код. Как это делается? А очень просто. Значит, берется уже существующий генетический код, ну, например, код того самого создателя, который этим занимается, который является живым существом. И путем модификации этого кода в него вводится информационная структура. Вот не надо делать искусственный генетический код с нуля, нужно модифицировать то, что уже есть. Так что самое интересное, такие технологии уже известны и используются на Земле. Мы умеем делать искусственные генетические коды. Это вообще не фантастика, это реальность. Вот захотели бы мы внести туда информационные сигнатуры, мы бы и внесли. Теперь, вот мы взяли, сделали этот генетический код и поместили модифицированный с информационными сигнатурами, поместили его, например, в бактерию. Вот, а бактерию мы ввели в состояние анабиоза с низкой температурой. Вот, поместили ее в какой-то контейнер и, так сказать, запустили
в далекую планету, систему, где формируется планетная система. А очень хорошо известно на примере земных бактерий, что они в состоянии анабиоза, в льду вмороженные, могут выживать миллионы лет. Это известно на примере вот кернов ледяных, выдвинутых, например, в Антарктиде с глубины там, пару километров. Там живые бактерии, которые через пару миллионов лет оживают. Так вот, мы с малой скоростью с помощью химических ракет, как наши Voyager летят, направляем вот эти самые контейнеры с охлажденными бактериями в другую планетную систему, где планета формируется. Ну, там должен быть искусственный интеллект. Они туда прилетают, там тормозятся естественным образом, ну и ждут, когда там сформируется первая планета, на которой могла бы образоваться жизнь. Вот как только там возникнут условия, пригодные для жизни. Тогда тут же туда этот контейнер падает, раскрывается, и все. Планета оказывается заселена жизнью с модифицированным генетическим кодом. Здесь вообще нет фантастики. Это как бы совершенно все на уровне наших существующих технологий. И этот сценарий имеет предсказания. Смотрите, процесс искусственной панспермии будет конкурировать с процессом естественной панспермии, потому что, скорее всего, жизнь может переноситься вот просто, например, в ядрах комет естественным образом по галактике. И что нужно сделать, чтобы вы на этой планете были первыми? А это нужно захватить самые-самые как бы минимально пригодные условия для жизни, когда можно укорениться. Это означает что? Это означает, что ваши бактерии должны быть экстремофилами обязательно и выживать в экстремальных условиях. А мы знаем, как устроена лука. Это вот тот предок бактерий, из которого пошло все, что у нас. И лука точно совершенно была экстремофилом. Вот с этим практически все согласны. То есть вот это предсказание, оно подтверждается на нашей собственной как бы фауне. Вот, есть трудность сценария. Какая? Это означает, что уже 4,5 миллиарда лет, когда Земля была заселена, нужно, чтобы было кому Землю заселенить, в смысле разумных существ, чтобы кто-то это сделал. А вот это непонятно. Мог ли существовать разум уже 4,5 миллиарда лет назад? Ну, кто его знает на самом деле? Вот Николай Семенович Кардашов считал, что жизнь как бы возникла в нашей галактике уже в возрасте 1 миллиард лет, вот с момента возникновения галактического диска. Если так, то да, тогда это могло. А если нет, тогда вряд ли. Это, конечно, слабое место этого сценария, но я еще раз хочу подчеркнуть, что, по крайней мере, по технологиям здесь вообще нет никакой фантастики. Теперь, есть ли у нас какие-то критерии искусственности? Вот здесь вот это просто важно для всей проблемы SETI, потому что это очень важный такой педагогический пример здесь возникает. Вот люди об этом всегда думали. Мы примем сигнал из космоса, а какой будет критерий искусственности этого сигнала? И вот что только не придумывали. Ну, во-первых, однажды с этим произошла большая неприятность. Это когда зарегистрировали радиопульсары. Вот увидели периодические импульсы и решили, что ага, никакой естественный астрофизический процесс к такой периодической последовательности импульсов привести не может. И засекретили эти условия. Эти исследования, значит, до тех пор, пока не поняли, что это вот эти вот замагниченные нейтронные звезды, пульсары. Вот, то есть с физикой один раз сильно оплошались. Ненадежный критерий. Другие всякие критерии предлагались. Например, в природе нет технеция, это нестабильный химический элемент. Все изотопы технеция радиоактивные, распадаются быстро. Значит, если мы увидим линии технеция в спектре звезды, то значит, что технеций там искусственный, было сказано. Ну и тут же нашли технециевые звезды настоящие, где технеций имел вполне естественное происхождение, было описано, как это происходит. Наличие доплеровского сдвига, например, тоже не прошло. Наличие доплеровского сдвига спектральных линий одновременно в двух разных направлениях. Но было сказано, не может же объект одновременно улетать от нас и перелетать к нам. Как такое может быть? И немедленно нашли объект СС-433, у которого спектральные линии сдвинуты в два разных направления сразу. Ну и быстро поняли, как это может происходить, как это происходит. У вас есть какая-то такая специальная звезда, которая излучает из себя два релятивистских пучка, направленных в разных направлениях. Один пучок направлен на вас, другой в противоположную сторону. Все, получается сдвиг в разных направлениях. Вот, в конце концов,
в физике все окончательно разочаровались, и было сказано, что только осмысленная и недвусмысленно интерпретируемая информация может быть признаком искусственности. Вот, ну, например, были космические послания землян, Cosmic Call 1 и Cosmic Call 2. Они все начинаются с ряда натуральных чисел, и потом идет ряд простых чисел. Вот ряд простых чисел, его ни с чем не перепутаешь. Ну, там определенным образом с помощью картинки закодирован. Вот это должно быть однозначным критерием того, что послание искусственное. Вопрос. Есть ли осмысленная информация среди информационных структур генетического кода? Значит, среди сигнатур встречается... Интересно, что все числа вот среди этих 17, которые я упоминал, 111, 222, 333, 999, там есть еще и 1110 на самом деле. Я даже не помню, что там дальше продолжается. Вопрос, а не является ли это представлением натурального ряда чисел? Вот делим на 111 это магическое число и получаем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот непонятно. С одной стороны, это точно есть, с другой стороны, непонятно, как интерпретировать. Потом... На самом деле я совсем об этом не рассказывал, но все вот эти математические структуры, о которых я рассказывал, основаны на паре чисел магической 1037. Она обладает очень специальными математическими свойствами. Вопрос, не являются ли вот эти вот специальные математические свойства аналогом свойств простых чисел, которые нам сюда вставили? Здесь как бы только один представитель вот таких странных вещей. Ну а в Cosmic Call 1, Cosmic Call 2 там было несколько простых чисел. Вот непонятно, но вот эта вот самая пара 1037, она точно там встречается. Я даже не показывал, как это делается, но это как бы вот это тоже подробная лекция более нужна. Там есть структура, связанная с теоремой Пифагора, вот этот египетский треугольник. Но он там точно есть. Непонятно, как интерпретировать, потому что случайность, не случайность. Вот все как-то получается странно. Да, само распределение по уровням 1, 2, 3, 4, 5 с двумя уровнями привлечения внимания, ну, которое просто трудно выдумать, оно там само получается. Это очень похоже на предзаданную структуру космического послания, которое мы ожидаем. Это случайность или не случайность? Непонятно. Вот не хватает убедительности в этих информационных структурах, чтобы сказать, что это точно все искусственно. Были там, например, простые числа, ну вот я бы так сказал, голову на отсечение кладу, что это искусственно. Но сейчас я не могу этого сделать, просто все очень странно. Вот, возражение широко распространенное. Вот те вот информационные паттерны, основанные на основе числа 111, они, очевидно, связаны с десятичной системой счисления. И говорятся такие слова, но десятичная система счисления – это что-то очень специальное. Вот, если бы это было инопланетное послание, должно быть что-то естественное, но двоичная система счисления, да, ну или троичная. Возражение прямо у нас перед носом находится, на самом деле. Звездные послания Cosmic Call 1, Cosmic Call 2, которые были написаны и посланы, когда еще никто ничего про генетический код не знал, начинается с того, что натуральный ряд чисел вводится в десятичной системе счисления. Вводится в десятичной системе счисления, и все, что там потом сделано, сделано в десятичной системе счисления. То есть все вот эти вот возражения от естественности, они просто неправильные. И это видно на примере наших собственных вот этих самых космических посланий. Вот, то есть смотрите, критерий осмысленности оказывается неоднозначным. Теперь, нельзя ли идти от невероятности наблюдаемых структур? Тоже оказывается все сложно. Ну вот какую можно построить наивную оценку вероятности того, что мы наблюдаем? Ну вот мы видели румеровские в симметрии, 1024. И это большая вероятность, здесь вообще говорить не о чем. Второй информационный уровень, там, да, там еще один множитель, о котором я не говорил, добавляется. Это там уже тысячные доли процента. Это тоже не очень мало, но потом начинается 17 чисел, 1/111, вероятность 1/111. Вот полная вероятность, они же все независимые друг от друга. Это, кстати, было доказано математически Щербаком и Макуковым, что они математически независимы друг от друга, все эти самые паттерны. В 17-ю степень надо возвести. Это чудовищно маленькое число получается. Вот. Ну, там еще есть на 5-м информационном уровне своя низкая вероятность, о которой я не рассказывал. В общем, вместе набегает 10 минус 40-й степени или даже меньше, там просто трудно сосчитать уже. Казалось бы, очень маленькое число. На самом деле эта оценка не имеет физического смысла. Значит, почему она не имеет физического смысла? Это так называемая проблема поиска по углам.
Вот рассмотрим эту проблему на примере модели Джонатана Свифта. Обезьяна за пишущей машинкой или за компьютером. Вот сажаем обезьяну за компьютером, разрешаем ей печатать тут на клавиатуре, чего она хочет. Она заполняет своей абракадаброй одну страницу. Вопрос. Какова вероятность того, что не меньше 60 символов подряд, например, одна такая не очень длинная строчка, будут содержать осмысленный текст? Вопрос, а как считать? Вопрос, что такое осмысленный текст? Вот, например, «глокая куздра будланула бокра и кудрячит бокренка». Или там «воркалась, хливки и шарьки пырялись по мове, хрюкотали зеляки, как мемзики в мове». Это что, осмысленный текст или нет? А если она осмысленная, как пересчитать число таких текстов? Это абсолютно все непонятно. Для того, чтобы сосчитать нам вероятность, нам надо сосчитать число осмысленных текстов и разделить на полное число текстов. Но мы не можем сосчитать число осмысленных текстов вот в этой ситуации с обезьяной. Поэтому вот эту вероятность получения осмысленного текста, вот как непроста кажется задача, невозможно сосчитать принципиально. А вот с вероятностью наших информационных паттернов генетического кода ситуация точно такая же. Мы не знаем в общем виде, что такое осмысленный паттерн и как их пересчитать. И поэтому мы не можем... Вот мы имеем один пример, который нам кажется очень странным. А сколько таких примеров еще можно придумать? Непонятно, потому что непонятно, как их придумывать. Вот видите, любая такая вероятностная оценка оказывается субъективна. Значит, получается что? Что критерий осмысленности не позволяет решить дилемму искусственность, случайность. Критерий маловероятности тоже не позволяет решить эту дилемму. Вопрос, это что, тупик? А вот оказывается нет, что самое интересное. И тут вообще начинается история, которая невероятно далеко уводит. Это я сейчас не буду об этом рассказывать. Это в моих планах в 5-й по счету лекции, значит, рассказать. Сейчас не буду. Но, значит, общее направление какое? Вот есть альтернативные генетические коды, которые я говорил. Это что такое? Откуда они взялись? Значит, считается, что это мутированный универсальный генетический код. Значит, мораль такая, если информация была внедрена, то она была внедрена в универсальный генетический код, когда мутированных генетических кодов еще просто не было. Вот. А мутации могли только испортить информацию генетического кода. И это дает проверяемое предсказание. По Карлу Попперу фальсифицируемость дает. Значит, какое это предсказание? Во-первых, нет таких альтернативных генетических кодов, а их известно около 25 штук, кстати говоря. Их известно около 25 штук. Значит, нет таких альтернативных генетических кодов, в которых информация универсального генетического кода полностью сохранена и есть что-то еще дополнительное. Его можно проверить. Вот, и оно уже было проверено. И действительно это так. Все альтернативные генетические коды хуже. Там что-то обязательно ломается. Предсказание второе. Нет таких альтернативных генетических кодов, в которых имелся бы полностью альтернативный, сильный в кавычках, набор информационных структур. Мы не знаем, что такое сильный набор информационных структур, значит, в силу проблемы поиска по углам, потому что мы не знаем, как его определить. Вот с этим, к сожалению, ничего сделать нельзя. Потому что нужно просто взять как бы армию чего? Студентов, грубо говоря, и посадить их искать эти самые альтернативы. Вдруг кто-нибудь что-нибудь найдет. Вот если кто-нибудь что-нибудь найдет, то гипотеза искусственности будет фальсифицирована. Почему? Потому что мы точно знаем, что альтернативные генетические коды случайные. Если там что-то нашлось, то случайно. И это будет фальсификация. Но они найдут, значит, не будет фальсифицировано. Значит, вот это вот фальсифицируемое предсказание, значит, между прочим, это означает, что проблематика введена в область точной естественной науки. Где возникает фальсифицированность по Попперу, это точная физическая наука. Это болтовня кончается, метафизика кончается. Вот, но пока что эта гипотеза фальсификации проходит. Вот все 25 альтернативных кодов были проверены. Предсказание 1, оно проверяется просто на компьютере. Компьютерные программы пишутся и проверяются. Ну вот я это лично сделал. А предсказание 2 не проверено, потому что непонятно это как. Но в этом направлении можно создать фальсифицирующий пример, в принципе. Вот, так что перспективы есть.
Вот нужно теперь делать что? Нужно искать, во-первых, новые альтернативные генетические коды, и для новых альтернативных генетических кодов проверять вот эти предсказания, ну и плюс по возможности, может быть, заниматься предсказанием номер 2, но как это организационно можно оформить, я понятия не имею. Вот я перехожу к последней не очень большой теме, на этом мы лекцию наконец кончим. Вот, значит, это риски проблемы с этим. Вот нельзя, к сожалению, в вводной тексте про это не сказать. И, значит, сейчас я несколько слов расскажу. Значит, как и почему могут быть опасны инопланетяне? Вот что по этому поводу люди думают? Значит, есть тут два основных сценария. Значит, сценарий А звучит так. Если агрессивные инопланетяне узнают о нашем существовании, то они прилетят, завоюют нас или уничтожат. Поэтому ни в коем случае нельзя передавать в космос о себе никакой информации и уж во всяком случае не вести специальных межзвездных передач. Вот, очень как бы авторитетные люди за это высказывались. Ну, Стивен Хокинг, например, предостерегал. Есть специальная шкала Сан-Марино опасности космических излучений в космос, вот, которая там по 10-бальной шкале они градируются, и самое опасное 10 баллов – это вот целенаправленная передача на других инопланетян. И это сделана шкала от презумпции опасности. Ну, очень широко эта идея была растиражирована Люцио Синем в задаче 3 тел. Вот. И это то, что предполагает возможность межзвездных перелетов. Иначе как они сюда прилетят, нас завоюют, или как они вообще нам навредят? Ну или хотя бы каких-то межзвездных физических воздействий. На самом деле этот паттерн общественного внимания, вот прямо скажем, что это один из мемов таких, содержит в себе две ошибки. Ошибка номер 1. На самом деле отсутствие специальных направленных передач в космос никак не поможет спрятать нам Землю. Это вот адресует вторую половинку вот этого паттерна, что ни в коем случае нельзя передавать. Вот, так не позволит это нам спрятать Землю. Почему? Вот предположим, что существуют внеземные цивилизации такие, которые могут быть межзвездными агрессорами. Следовательно, эти внеземные цивилизации способны к межзвездным перелетам или к каким-то межзвездным воздействиям физическим. Они очень-очень мощные. Вообще-то это должны быть цивилизации второго типа. Это просто там по энергетике видно, звездолетов. Вот, следовательно, это много проще. Такие внеземные цивилизации могут построить космические телескопы с размером тарелки порядка 80 километров. А откуда это взялось? С помощью тарелки 80 километров наши радары ближнего действия можно обнаружить с расстояния 1000 световых лет. Вот, если мы зачем-то нужны, то они элементарно нас обнаружат, потому что 80-километровая космическая тарелка, это устройство гораздо более простое, чем любой звездолет. А мы предполагаем, что звездолеты они делать умеют. Более того, вот эта тарелка размером несколько десятков километров, это то, что не лежит за пределами земных технологических возможностей. И такие тарелки не строятся не потому, что мы их не можем построить, а потому что просто нет как бы социального запроса на их строительство. Но это отдельная история, как бы это я тоже в другой лекции еще об этом скажу, откуда это получилось. Вот. Так вот, они построят такие тарелки, увидят наши радары, мы будем обнаружены по сигналам наших радаров, нас спрятаться невозможно. И радары мы наши убрать не можем никуда, даже если мы станем там абсолютно мирными, у нас не будет военных радаров. Ну, самолетные радары все равно потребуются. И обязательно будут нужны космические радары, их нужно будет все больше и больше, потому что все больше и больше космического мусора становится, все больше и больше космических объектов искусственных. За всем этим надо следить, не уйти от этого. Вот, и следовательно, целенаправленные космические передачи ничего не изменит. Значит, сколько хотите, чего угодно передавайте, вы все равно будете обнаружены. Более того, все обстоит ровно наоборот. В космическую передачу можно вставить такой контент, в принципе, если постараться, что можно будет понять, что мы как бы абсолютно мирные люди, никого не собираемся нападать. Ну как это можно сделать? Да очень легко. Например, без всяких там красивых общих слов, просто вставить полную, честную энциклопедию человеческих знаний о себе. Там будет все написано. Кто мы такие, где живем, там как нас найти.
Именно так были сделаны космические послания Cosmic Call-1, Cosmic Call-2. То есть космические послания Cosmic Call-1, Cosmic Call-2 несут в себя информацию, что мы не агрессивны и сами мы никого не боимся. Вот так вот они устроены, понимаете? Наоборот, нужно передавать космические послания такого типа. Вот. Ошибка номер 2. Возможность физической агрессии инопланетян противоречит на самом деле наблюдениям. Ну и поэтому она невозможна просто по принципу фальсифицируемости Поппера. Вот здесь вот как бы два аспекта возникает. Во-первых, зачем инопланетянам проявлять физическую агрессию? Вот первая группа аргументов зачем – это от получения выгоды. Ну, например, они хотят нас поработить. Но ничего более глупого представить себе невозможно. Хорошо известно, что рабовладельческий труд – это самый непроизводительный труд в мире, а цивилизация, которая может совершать космические перелеты между звездами, наверняка имеет роботы фон Неймана, которые уже давно всю работу вообще делают. Какие там рабы? Вот кто это может такое придумать? Хотя это распространенный паттерн, пожалуйста. Они хотят захватить наши ресурсы. Зачем? Около разных других звезд, у которых никого нет, полно, там и пояс астероиды, там и другие планеты, на которых ресурсов сколько угодно, их оттуда можно взять без того, чтобы связываться с какими-то разумными цивилизациями. Это абсолютно бессмысленно. Они хотят захватить нашу планету и поселиться на ней. Чего же они этого раньше-то не сделали? Почему это нужно делать сейчас, когда уже мы на ней живем? Вот где-то там еще 200 тысяч лет назад тут как бы не было по-настоящему разумной расы. Прилетай, захватывай, никто тебе никакого сопротивления не окажет. Это выглядит все абсолютно бессмысленно. Между прочим, если подумать, то очень трудно найти аргумент от получения выгоды. Ну, это просто какая-то такая тонкая настройка, что на грани полной бессмысленности получается. Вторая группа аргументов от страха. Вот это более серьезно. Ну, Лю Цисинь как бы был основным, вот он сделал это общественным достоянием, вот реально. У него там в его трилогии, кажется, да, там есть так называемая аксиома темного леса. Я, значит, специально буду использовать аббревиатуру АТЛ. Вот именно по этому поводу. Значит, в чем я коротко пересказываю их, состоят эти аксиомы. Значит, аксиома 1, АТЛ-1. Главной целью любой земной цивилизации является выживание. Ну, кто же станет возражать? АТЛ-2. Наилучшим способом обеспечить выживание цивилизации является рассредоточение ее в космосе настолько, насколько это возможно, и это правда. Это действительно так, это лучший способ себя обезопасить от космических случайностей, ну и от внутренних случайностей тоже. Поэтому внеземные цивилизации, видят друг в друге конкурентов за места обитания, боятся агрессии, будут стремиться избавиться от конкурентов, и это будет вести к превентивной агрессии. Вот это, значит, аргументация Лю Цисиня. Вот, а как это противоречит наблюдениям? Смотрите, если, значит, вот эти аксиомы АТЛ реально универсальны, то эти аксиомы были верны уже в отношении первых внеземных цивилизаций, которые появились в галактике и которые были способны к межзвездным перелетам. И первые внеземные цивилизации должны были начать межзвездную экспансию в соответствии с аксиомами АТЛ-1 и АТЛ-2. Никуда не денешься. А шкала времени такой экспансии по галактике известна. Ну, это 30-50 миллионов лет максимум. Вот, и они не должны оставить тогда в галактике никаких свободных мест обитания, и это произойдет в соответствии с аксиомой АТЛ-2. Вот, а по мере экспансии первые внеземные цивилизации должны просто предотвращать возможность появления конкурентов. Но зачем с ними воевать, скажите, пожалуйста? Гораздо проще просто эволюцию остановить. Ну что уже мы на Земле сделали? Здесь никакой другой разумный вид не разовьется, потому что мы как бы ему наступили на голову. Все. Вот это очень легко сделать. Вот. Поэтому возможность развития разума на Земле должна была быть давным-давно предотвращена. Так как Солнечная система – это вообще одно из лучших мест обитания, но она находится на ротационной окружности. Солнце чрезвычайно свободная звезда, но просто планета Земля – это вообще лучше не найдешь. Но должны были быть они здесь, если они способны проявлять такого рода агрессию. Но их здесь нет, а мы здесь есть. И этот наблюдательный факт противоречит аксиомам АТЛ. Вот что-то в них неправильно. Что в них неправильно? Мы не знаем, но мы фальсифицировали набор этих аксиом. Значит, вот это вот направление
от физической агрессии, оно неверное, оно просто фальсифицируется наблюдение. Ну почему оно неверное? Ну вот есть так называемый гуманитарный метафизический аргумент против агрессивности высокоразвитого разума. Значит, это что такое? Вот как бы идиоматично это формулируется как «высокое знание дается только в добрые руки». Вам известна, наверное, формулировка. Это в живой этике было сказано, правильно, да? Вот. Почему? Ну, потому что если агрессивность в любой форме сохраняется на фоне очень высокого технологического развития, то разум неизбежно самоуничтожается. Вот, и цивилизация с любыми следами агрессии не доживает до межзвездных перелетов, ну, поэтому не может стать межзвездным агрессором. Вот, а тот, кто доживает до межзвездных перелетов, не может проявлять агрессию, в нем это полностью должно быть подавлено. Вот, высокоразвитая цивилизация не может быть примитивно-агрессивней на внешних проявлениях. Значит, хороший аргумент. Только мы достоверно не знаем, что он правильный. Могут быть какие-то редкие исключения, что-то такое. Вот сейчас еще пару слов об этом скажу. Вот. Это был сценарий А с физическим как бы вредом. Они прилетели, что-то сделали или издалека нас убили. Сценарий Б, он более хитрый и более, к сожалению, реалистичный. В свою космическую передачу инопланетяне могут вставить вредоносный код. Что-то такое ментальное, которое мы запустим, и он каким-нибудь способом подчинит нашу цивилизацию для выполнения задач инопланетян. Мы прекрасно знаем, как это делается. Именно так работают телефонные мошенники. Они вам вешают лапшу на уши, вы эту лапшу принимаете за что-то очень, как бы, либо вас они сильно пугают, либо вам что-то подсовывают, на что вы клюете, и на самом деле вы начинаете делать что-то совсем вот то, что им нужно, а не вам. Вот так это может быть ровно устроено. Значит, мораль такая, которая отсюда иногда выводится. Поэтому нельзя заниматься поисками звездных передач вообще. А уж если мы их вдруг приняли, то нельзя пытаться их расшифровать. Вот, и здесь не предполагается возможность космических перелетов. Это как бы гораздо более серьезная вещь. Вопрос, а зачем им надо делать какие-то вредоносные действия относительно нас? Откуда они, в принципе, могут взяться? И вот, к сожалению, реалистичный сценарий существует. Ну, вот я его узнал от Алексея Турчина, это такой футуролог, который как раз глобальными рисками занимается, он об этом писал. Вот, похожие сценарии известны в художественной литературе, ну, вот, например, роман Фреда Хойла и Джона Эллиота «Андромеда». Фред Хойл, кстати, это астрофизик, очень хорошо известный, да? Так что это серьезные тоже вещи, это как бы роман предупреждения. Значит, как может быть мотивирована информационная агрессия? Значит, мы идем от того же, от чего уже шли. Выживание является основной потребностью цивилизации. Следствие рассредоточения цивилизации по многим звездам галактики крайне желательно, и потребность в этом точно есть. Вот это не вызывает сомнений. А теперь предположение. Предположим, что физические межзвездные перелеты, ну, по крайней мере, для живых агентов, невозможны. Что ж тогда делать? А выход вот какой может быть. Смотрите, надо передать свой код по каналам связи другой цивилизации, около другой звезды, и инициировать эту цивилизацию, активировать код. И тогда они, как бы, вот если это возможно, ну, например, генетический код и весь аппарат они там передают каким-то образом информационно, он там воссоздается, что там, вот как, в чем заключается приманка, это как бы отдельный вопрос. Но вот эта другая цивилизация активирует код, и из него вырастают инопланетяне уже на том месте. И получилось что? Получилось, что вот эти вот инопланетяне могут перемещаться от звезды к звезде, но только они могут не от любой звезды к звезде перемещаться, они могут перемещаться только между обитаемыми звездами. Но перемещение между по галактике тем самым обеспечено. Вот, теперь что важно, с моей точки зрения, что есть два разных способа активизации кода. Но первый, и, по-моему, наиболее естественный, это договориться с цивилизацией-приемником просто об активизации кода. Ну, типа, вы с ними договариваетесь, что вот вы активизируете мой код, вы нам даете какую-то необитаемую планету, мы ее осваиваем, мы там ее терраформируем, делаем там все хорошо, и мы вам не мешаем. Мы живем в дружбе и согласии. А за это мы ваш код и активизируем.
И мы обезопасим вашу цивилизацию, взаимно выгодное сотрудничество. Это нормально. Я думаю, что так все и должно происходить, но второй сценарий тоже невозможно исключить, что можно попытаться заставить активизировать код путем обмана. Вот об этом как бы идет речь, вредоносный код. И это информационная атака. Вот такие сообщения, вот ровно как у телефонных мошенников, там содержат наживку какую-то, которая заглатывается, запускается вредоносный код и так далее. Вот, к сожалению, второй код тоже нельзя избежать. Значит, что ж теперь делать с этим нам? Как избежать информационной агрессии? Ну вот просматриваются две противоположные стратегии. Значит, первая стратегия, это жесткая стратегия. И это полный запрет на поиск межзвездных передач инопланетян вообще. Значит, при случайной записи таких передач полный запрет на расшифровку и изучение. И это не будет работать. Это очень плохо. Почему? И это просто неэффективно. Вот запрещай, не запрещай, как бы. А вся проблематика с этим, вот люди все время стремятся к познанию, это остановить невозможно. Она просто уйдет в серую зону, под ковер, и выйдет из-под общественного контроля. И это будет как бы гораздо хуже, если бы поиск и изучение межзвездных посланий происходили, но как бы в режиме open source, открытым способом. Вот, потому что если это будет в серой зоне, там то, что будет там происходить, тоже будет абсолютно бесконтрольно, и на самом деле эта вероятность заглатывания наживки будет только увеличивать. Вот мягкая стратегия. Значит, работа с материалами инопланетян не запрещается, но должна проводиться максимально осторожно под коллективным контролем. Вот, нельзя запускать на выполнение никакие программные коды, которые могут быть обнаружены в межзвездном послании. Нельзя строить и запускать какие-то устройства, если только не является абсолютно понятным их назначение. Вот, очень интересный контрпример к этой стратегии содержится в романе Карла Сагана «Контакт». Это роман вообще довольно странный. У него первая половинка очень реалистичная, а вторая половинка про то, что нельзя делать никогда и ни при каких обстоятельствах. А там что было сделано? Там, значит, в космическом послании были обнаружены инструкции по строительству какого-то устройства. Назначение устройства не обозначено. И это устройство было построено без там всякой отладки, без ничего, как бы под ключ. Без понимания того, для чего оно нужно. В него были посажены живые люди, и была нажата кнопка «Пуск». Вот категорически таких вещей делать нельзя. Я не понимаю, почему Карл Саган такой странный паттерн нам предложил. Но вот это вот факт, это на самом деле антипример. Хотя читается все это на одном дыхании. И там очень много чего интересного есть. Особенно про это разложение числа π, там, это просто вообще сказка. Вот. Но, к сожалению, ни одна из стратегий, ни жесткая, ни мягкая, не гарантирует безопасность. Потому что как вы не делаете исследования и поиск инопланетных посланий открытым, всегда есть риск, что кто-то этим займется частным образом. Тем более, что вы как бы вот код, который вы приняли, просто по определению должны делать открытым. Это сейчас, между прочим, в протоколе постдетекторший протокол такой, вот там это буквально написано, что все должно делаться абсолютно открытым образом, в том числе код будет доступен всем открыто. По-другому сделать не получается. Ну и где гарантия, что какой-то вот странный человек не начнет использовать этот код странным образом? Вот есть и другие опасности, связанные с межзвездными посланиями. Это вот сам термин дебагинг, поиск ошибок, он откуда взялся? Когда были первые ламповые компьютеры, часто происходила такая вещь. Это были устройства на лампах, где были большие перепады, значит, потенциала в несколько сотен вольт, и туда тараканы забегали, баг. Они попадали между контактами и сгорали. Но в результате компьютер портился, ну и тараканы погибали. Но тараканы погибали не потому, что их компьютер хотел убить, а потому что просто они делали то, что с компьютером делать было нельзя. Вот. И
есть опасность, что мы просто неправильно воспользуемся информацией межзвездного космического послания. Вот инопланетяне даже ничего такого плохого сказать не хотели, а мы использовали это неправильно. Вот. Потом может быть такое. Вот все цивилизации могут быть абсолютно добрыми, как бы благостными, все безопасно, ничего. Но, вот смотрите, давайте посмотрим на нас, людей. Вот большинство людей нормальные, вменяемые люди, которые себя порядочно ведут. Да? С ними можно иметь дело. Но среди людей встречаются просто больные. Вот где гарантия, что среди цивилизаций просто больные не встречаются, которые ведут себя совершенно аномальным образом? К сожалению, риск есть. Понимаете, риски неустранимые. Ну, с моей точки зрения, какой вывод? Передавать информацию о себе в космос все равно можно и нужно. Почему? Потому что бонусы от того, если эта связь будет установлена, очень велики. Вот. А при работе с материалом передачи, значит, либо необходим какой-то абсолютно тотальный, немыслимый ИИ-контроль, вот есть даже с помощью искусственного интеллекта, вот когда камера висит в каждой комнате на планете Земля, на таком уровне, да, даже такой специальный термин есть, «большой брат» называется, который ввел Сергей Карелов в своих исследованиях искусственного интеллекта. И это нам всем очень не нравится, это очень плохо. Либо необходимо принять риски. Ну и вот я тут ссылаюсь на статью Хипке. Ну, кстати, любая наука связана с рисками, это всегда обратная сторона науки, всегда обратная сторона новых технологий. Ну вот они пишут, что в конце концов мы верим, что риски очень малы, но не нулевые. Но как бы потенциальная польза, которую мы можем получить от инопланетных контактов, очень велика. Поэтому получать их, искать и расшифровывать надо. Вот. Почему важно решение проблемы сети именно сейчас? Ну вот мы сейчас находимся в зоне концентрации экзистенциальных рисков. Это то, о чем я буду рассказывать в будущих лекциях. И не факт, значит, что мы вообще хотя бы в принципе цивилизация может пройти через вот этот самый фильтр концентрации, фильтр сингулярности, где концентрируются экзистенциальные кризисы. Вот. А таких галактик, как наша, вот я уже раньше рассказывал, что это такое, в галактике ровно одна штука. И что это означает с точки зрения решения проблемы сети? Первая же найденная разумная цивилизация, это будет цивилизация не такая, как наша, а цивилизация, находящаяся на технологической фазе развития. Потому что мы ищем цивилизации по техносигнатурам, но очень далеко за этой зоной сингулярности. А это будет означать что? Это будет означать, что вот кризисы сингулярности в принципе проходимые, но потому что вот это вот явление, как бы сама ситуация прохождения через сингулярность должна быть универсальной в эволюции. И это я тоже то, о чем буду рассказывать как бы в своих будущих лекциях. Вот. Когда мы найдем первую же внеземную цивилизацию, мы сразу поймем, что как бы у нас есть свет в конце туннеля, есть за что бороться. Это не гарантирует то, что мы пройдем через все те экзистенциальные кризисы, с которыми сейчас действительно сталкиваемся, но, по крайней мере, мы поймем, что есть за что бороться. Ну и вот что можно сказать в итоге. Значит, мы сейчас, занимаясь уже много десятилетий проблемой сети, с моей точки зрения, находимся, ну, не совсем с пустыми руками. Во-первых, у нас есть очень странный объект Оumuamua, про который не доказано, что он искусственный, но это очень похоже на сильную техносигнатуру. И во-вторых, мы имеем очень странную структуру генетического кода, про которые тоже не доказано, что они искусственные, но это тоже может быть какой-то техносигнатурой. То есть доказательства связи с разумом пока нет, но что-то мы уже имеем. И интересно, что ни одного как бы разумного, сильно подозрительного сигнала мы пока не нашли. Ну что ждать от ближайшего будущего? Вот классический метод наблюдения звезда за звездой, с моей точки зрения, не очень перспективен. Вот, не нулевой шанс что-то обнаружить появится только тогда, когда появится антенна на решетке, которая смотрит во все стороны 24 часа в сутки.
И вот запускается проект типа проекта Галилео или может чего-то такого еще по поиску артефактов. И что они там смогут найти, это абсолютно непредсказуемо, но они будут искать гораздо более внимательно, чем это делалось раньше. Ну и есть еще всякие вещи, о которых я не говорил, ну, например, такие как астроархеология Луны, потому что на Луне очень долго следы посещений будут сохраняться. Что надо бы сделать, а пока не сделано? Ну, может быть, других тел в Солнечной системе. Ну и здесь тоже пока перспективы совершенно непредсказуемые. Все, спасибо за внимание. Александр Дмитриевич, спасибо. Было очень интересно. Единственное, что либо не упомянули, либо что-то я не так поняла. По поводу сигнала «Вау» был, ну, какая-то есть Нет, я просто информация? не упоминал. Да. Давайте я покажу. Да, У меня есть в бэкапе. Вот. да, что интересно, какими вообще способами дешифровывается это учеными, и как вообще, ну, как-то, ну, расскажите хотя бы немножко, да, об этом, и какие вообще криптографические какие-то методы, может быть, использовались, что вообще интересного на этот счет есть? Значит, что это такое было? Это вот есть такой телескоп BKR, большое ухо, который тоже где-то в Соединенных Штатах находится, сейчас я, правда, не помню где. Вот, он работал еще давно, в 1977 году, по программе тоже SETI. Вот, они имели многоканальный приемник, но ширина канала была довольно большая с точки зрения вот, современных пониманий проблемы SETI, 10 кГц. Ну и вот они там просто, да, значит, как это было устроено. Этот телескоп, он смотрел в небо все время в одну и ту же сторону. И там было две таких вот линейных диаграммы направленности. Сейчас вот так вот они были устроены, вот такие вот полосочки. Вот через эти полосочки проходило небо, и все, что там проходило, регистрировалось. И вот в какой-то момент в их многоканальной записи, вот она есть нарисована, где вот та самая «Вау», значит, здесь каждый столбик этой записи, это, значит, записана амплитуда последовательно измеренных сигналов, измерялась космический просто шум, ну или что там еще светит. И вот в какой-то момент на волне водорода, близкой к частоте водорода, был зарегистрирован очень сильный сигнал, мощный сигнал. Значит, он был близок к монохроматичному, потому что работал один единственный канал. То есть это то, что как раз ожидается. Вот, был он длиной, ну, примерно с минуту. Вот этот вот пик, он так сначала пошел вверх, потом пошел вниз. Продолжался примерно минуту. Значит, имел он, в общем, гауссову форму. Это то, что ожидается для постоянного сигнала, который так постоянно светит, когда он проходит через вот одну из вот этих вертикальных диаграмм направленности. И что самое поразительное, диаграмм направленности это две, а пичок был зарегистрирован только один. Причем там аппаратура была устроена таким образом, что непонятно было, откуда именно идет сигнал, из какой диаграммы направленности, из вот одной или другой. И поэтому произошло одно из двух. Либо этот сигнал светил, и потом в промежутке между двумя диаграммами направленности, когда небо проходило, он выключился, либо наоборот его не было, и он потом включился. Вот что точно произошло, неизвестно, но факт то, что это похоже на край импульсного сигнала. Вот, расшифровывать тут не особо нечего, потому что просто гауссова формула, она точно соответствует представлению о том, что это был сигнал постоянной амплитуды все время, то есть никаких там информационных паттернов в нем не было обнаружено. Вот, а что он собой представлял, ну, просто до сих пор неизвестно. Но высказывались какие-то очень такие, знаете, специальные гипотезы, что это такое могло быть, что-то связано с кометными хвостами, какой-то там мазер мог бы временно образоваться на какой-то промежуток времени. Ведь главное, что если надо отключать, что нужно объяснять, это факт включения или выключения. Поэтому нужно что-то очень хитрое придумывать, ну, вот, например, эти самые кометные хвосты, что-то в этом духе. В общем, до сих пор непонятно. Вот этот кусок неба потом многократно наблюдался. Ну, естественно, что вызывал интерес. И ничего другого там замечено больше не было. Ну,
Скорее всего, это была какая-то помеха, может быть, какое-то временное космическое явление. Вот Оumuamua — это очень сильное указание на техносигнатуру, потому что пленки в естественных условиях в космосе мы не знаем, как могут возникать. А здесь мы понимаем, что это может быть какая-то разновидность мазерного механизма, например. Могла быть какая-то земная помеха. В общем, все это осталось, к сожалению, не очень понятным. Ну, кстати, были случаи регистрации еще и других сигналов, тоже на частоте водорода. Вот была такая программа SETI at Home. Там 3 дня подряд регистрировался из одного и того же места, регистрировался на частоте водорода сигнал из одного места. И там была странность, что был очень быстрый сдвиг доплеровский, что соответствует там какому-то очень быстрому вращению какого-то объекта, что очень не похоже на вращающуюся планету. Потом этот сигнал тоже исчез и больше не возникал, но это тоже похоже на какой-то космический мазер. В общем, вот так осталось непонятно. Но и, в общем, в этой области, в области приема сигналов, ничего так суперинтересного обнаруженного не было. Спасибо большое. Александр Дмитриевич, спасибо большое за лекцию. Очень понравилось. У меня 2 вопроса. Первый вопрос. Правильно я понял из вашей лекции, что вот странная структура ДНК может, один из вариантов может свидетельствовать о том, что внеземной разум захватил нашу планету, передав свою ДНК, и мы, условно говоря, так по образу и подобию развиваемся, что они раньше, скажем, эта коробочка взорвалась, распылила ДНК, да, там, в виде микроорганизмов, и, условно говоря, мы являемся некими дальними потомками внеземного разума. Это первый вопрос. А второй вопрос... Давайте я на первый отвечу, Да. а то я запутаюсь. Я просто забуду. Ну, вопрос, можно ли называть это захватом? Может быть, это не захват, а может быть, это, наоборот, целенаправленное действие, связанное, например, с пониманием того, что жизнь сама по себе не появится. Мы же не знаем, откуда жизнь берется. Вот. Может быть, просто они понимают, что жизнь надо искусственно распространять. Вот. Тогда возникает ужасно интересный вопрос, откуда они сами взялись. Вот это уходит в вот такие дали, но сейчас я уже об этом не буду говорить. Вот, поэтому вот здесь все правильно, только я не уверен, что термин «захват» тут уместен действительно, потому что непонятно, вот цель этого действия, она действительно непонятна. Это может быть, это был целенаправленный захват с целью того, чтобы другая жизнь здесь не появилась, а появились именно мы, и чего-то они там, может быть, от нас ждут. Может быть, мы какую-нибудь их программу на самом деле выполняем. Бог их знает. А может быть, это была какая-то такая, знаете, межзвездная благотворительность. Кто ее знает? Понятно. И второй вопрос. Дайте ваши прогнозы на ближайшие 30-50 лет по SETI, по поиску внеземного разума. Вот что вы видите? Ну, вот эти вот прогнозы находятся в очень сильной зависимости от того, какие именно технологии поиска внеземного разума будут развиты. Вот если будет это продолжаться, то, что я называл традиционной методикой, я не очень надеюсь, что здесь что-то получится. Ну, потому что видно, что вероятность этого мала, специальных таких инструментов мало, время на них стоит дорого. Нужно переходить к всенаправленному поиску, и вот если этот переход произойдет, то, может быть, чего-нибудь тогда в ближайшие десятилетия найдем. Но это очень дорогое удовольствие. Здесь очень большая входная цена билета в этот космический клуб, потому что вот эти вот радиорешетки всенаправленные, это чрезвычайно сложное устройство. Более того, вот радиорешетки, которые нацелены на работу в самом важном диапазоне от 3 сантиметров до 30 сантиметров, они требуют компьютерные мощности, которых просто не существует. Их нету. Вот, то есть это действительно очень сложное устройство, это очень дорогое удовольствие. Но надо начинать хотя бы эти технологии разрабатывать. Ну, вот прям таких, вот кроме того, что вот я показывал Square Kilometer Array, я про это ничего не знаю. Из того, что где бы было уже какое-то заметное продвижение. Но вот если этого не будет сделано, тогда я пессимистично настроен.
Единственное, что, конечно, что-то такое совершенно непредсказуемое мы можем обнаружить среди артефактов всегда. Ну, это просто, я не знаю. Вот как Оumuamua прилетел всем на удивление. Но самое интересное, что он выглядел очень неожиданным образом. Вот это вот очень существенно. То есть он не является паттерном нашего сознания, он сам по себе. Александр Дмитриевич, если я правильно вас понял, то ближайшую цивилизацию нам следует искать на расстоянии не ближе, чем 1000 световых лет. Ну, есть маленькая вероятность, что она окажется здесь, но вот ожидаемое расстояние от ожидания, это 1000 световых лет, в этом и больше. Но это сильно зависит от ожидаемой продолжительности жизни цивилизации. Да. Вот это А какие тогда существуют варианты обмена сообщениями? никаких. Просто вы говорили о том, что вот мы там с ними свяжемся и что-то мы узнаем. Значит, это немножечко, как бы речь идет не об обмене сообщениями в принятом нами смысле. Вот если мы, значит, это рассчитано на другую шкалу времени. Вот это уже вопрос, связанный с эволюцией. Значит, эволюция, она все ускорялась до нашего времени. Значит, чего будет потом, мы на самом деле не знаем. И очень может быть, что дальше произойдет переход в какие-то более стабильные фазы развития, где понятие о самом времени может стать другим по разным причинам. Может быть, и как бы живые существа станут думать о времени по-другому. Может быть, в игру вступят какие-то агенты на основе искусственного интеллекта, которым время вообще как бы по барабану. Они могут там неизвестно насколько засыпать и потом просыпаться, когда надо, когда нужно получить, например, ответ. И здесь возникает несколько сценариев. Значит, вот простой сценарий, который я буду потом ожидать, это сценарий культурного поля, когда мы не общаемся двусторонним образом, а общаемся с неким межзвездным объектом, который называется галактическое культурное поле, и который вообще не представлен одной цивилизацией, но это вот длинная история, которую я потом хочу рассказать. А могут быть такие сценарии, когда как бы шкала времени становится другой, и двусторонний обмен приобретает новый смысл, который нам сейчас непонятен пока. Вот в нашем смысле никакого двустороннего ответа не будет, потому что если вы получаете ответ через много тысяч лет, ну какой же это ответ, да? А если вы это искусственный интеллект, здесь уже возникает совсем другой разговор. Тогда если... Вот, и, значит, вот такого рода агенты типа искусственного интеллекта, они и код свой гораздо проще могут передать. Ну что проще, чем сгенерировать искусственный интеллект на новом месте? Здесь даже никакая генетическая программа не нужна. То есть, например, в качестве такого вот паттерна, вставленного в космическую передачу, мы можем обнаружить инструкцию не по генерации живых существ на новом месте, а по как бы регенерации, ну, чего-то похожего на искусственный интеллект или что-то похожего на симбиоз жизни искусственного интеллекта. В общем, тут очень много вариантов разных получается. То есть вот есть какие-то сценарии, в котором такой обмен становится осмысленным тоже. Ну и в этом случае я понимаю, в чем смысл слушать, так сказать, космос, чтобы получить какую-то информацию. Но какой смысл тогда нам что-то туда отправлять, если мы говорим о таких временных масштабах? Вот это вот как бы история первая, относящаяся к галактическому культурному полю. Ой, на самом деле ответ на этот вопрос просто начинает уводить очень далеко вот в эту самую следующую лекцию, о которой я собираюсь рассказать. Но идея здесь такая, что через фильтр сингулярности, вот где сидят самые экзистенциальные кризисы, цивилизация может пройти только полностью трансформировавшись. Она в определенном смысле должна стать абсолютно гуманистической и альтруистической, потому что если она такой не станет, она себя самоуничтожит. И поэтому вот с этой точки зрения, это вот тот самый метафизический аргумент, который я озвучивал, когда мы говорим о внеземных цивилизациях, по крайней мере, вот в этом, так сказать, канале аргументации,
мы должны представлять себе их очень гуманистическими и альтруистическими. А если они альтруистические, то смысл передавать в галактическое культурное поле информацию есть. Это просто из чистого альтруизма. Но это вот тот же самый мотив, что, например, нами движет при сохранении памятников старины. Да? Ну или вот там сейчас на Луну собирается запустить, значит, некий космический аппарат, в котором в том числе будут в некотором уменьшенном виде сохранены на многие миллионы лет, значит, копии некоторых предметов искусства. Вот зачем это делается? Но это делается в силу нашего альтруизма, который у нас есть. В нас этот мотив уже присутствует. Хотя, ну какие мы альтруисты, в общем, если посмотреть на то, что за окном происходит. А это уже есть, понимаете? А вот у той цивилизации, которая через фильтры сингулярности прошли, это должно быть просто со страшной силой. Это может быть что-то типа какого-то, знаете, условного социального инстинкта. Они просто по-другому, например, может быть, жить не могут. Они там самоубийством в жизни покончат, если они будут делать что-нибудь другое. Ну и вообще, как бы, это очень скользкая такая тема, анализировать мотивы поведения цивилизации через многие тысячи лет после вот того времени, в котором мы сейчас находимся. Александр Дмитриевич, вопрос по поводу генетического кода. Если я правильно поняла и не упустила что-то из того, что вы говорили, вы связываете вот эти интересности в генетическом коде, вот там 333, вот эти вот 999, вот это вот, да, именно с влиянием инопланетного разума. Так я поняла или нет? Да, что это могут быть искусственные паттерны. А почему это не может относиться вот к какой-то общей математической реальности, в которой существует все типа матрицы, на которой основывается вся наша жизнь? Это альтернативная возможность. Это значит, что среднее между чисто естественным и чисто искусственным. Вот чисто естественный, через чисто естественный понять совершенно невозможно эти паттерны, значит, никто ничего не понял. Значит, они могут быть чисто искусственные. И есть промежуточная возможность какая-то. И это очень сложная возможность. И действительно, этот третий путь надо рассматривать. Кстати, вот никто иной, как Станислав Лем, значит, его роман, который по-разному переводится название, одно из либо «Глаз неба», либо «Глаз Бога», там как раз идет речь о том, что приняли вот именно космическую радиопередачу, но по некоторым признакам они поняли, что она не является чисто естественной и не является чисто искусственной, она является чем-то промежуточным. Может быть и так. А вот, кстати говоря, вы мне сейчас напомнили одну важную вещь, которую я узнал от Антона Мищенко. Вот чего. Это проблема нумерологии. Вот мне, конечно, приходилось по поводу этих генетических структур слышать, ну, это нумерология. Ну, во-первых, это очень странная нумерология. А во-вторых, она очень странно это выглядит. И вот я от Антона Мищенко знаю паттерн. На что это похоже? Это похоже на настройку приемника. Правильно, это вы сказали мне. Вы мне об этом рассказали, да? Но вот мы сидим около приемника и крутим ручку настройки, но нельзя сказать, что мы ничего не подгоняем. Конечно, мы подгоняем, но когда мы попадаем на станцию, то, что происходит дальше, от нас уже не зависит. Вот чистое ощущение, вот то, с чем мы имеем дело в генетическом коде. Конечно, мы маленькие настройки какие-то сделали, но после такой вал информации оттуда пошел сам, вот, что прямо как при приеме радиостанции. Это очень похоже. И в этом смысле это прям совсем не похоже на нумерологию. Спасибо за сегодняшнюю лекцию. Мы тогда будем ждать всех тех лекций, которые вы упомянули в сегодняшней большой такой пассете. И у зрителей канала Элементалика будет возможность попасть и вживую задать все вопросы на лекциях в рубрике «Элементальный лектор». Спасибо всем большое.